под пыткой слуги дают показания, что да, действительно, Романовы колдовали, изготавливали яды. Поскольку родители у него репрессированы, он как член семьи врагов народа, детство Миша прожил у тети. Достоверно известно, что только Лжедмитрий II повесил 7 других претендентов на престол. Трубецкой нанял казаков, которые ночью должны были зарубить Пожарского. Победил на выборах заочно, в них не участвуя, как у нас бывает всегда. Вот удивительно, власть в столице висит на волоске, казна пуста, жить царю негде, денег нет, а страна расширяется всегда. Начали ее готовить к свадьбе, но тут она объелась сладких ядей. Отправили в Тобольск, в ссылку, любительницу сладости. Конечно, кто-то спросит, зачем нам этот 17 век? Дело в том, что не поняв, как, собственно, создавалась Романовская империя, мы, в общем-то, не сможем правильно оценить сам ход и логику развития нашей истории. Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы с вами на протяжении последних наших встреч, рассказов, бесед о русской истории закрыли в целом петровские времена, XVIII век и XIX век. И, казалось бы, надо идти дальше. Витте, Столыпин, революция 5-го года, русско-японская война, большевики и прочее, прочее, прочее. Соблазн такой у меня был. Очень много было просьб с вашей стороны начать говорить уже об истории 20 века. Я отговаривался справедливо, что это все очень близко, вызывает нервное возбуждение у некоторых сторонников либо противников тех событий, которые практически проходили на глазах у наших родителей, дедов. Все это очень свежо. И судить об этом, вынося какие-то резкие суждения, довольно сложно. Мне бы не хотелось, честно говоря, чтобы наши рассказы вызывали даже участие аудитории какое-то внутреннее сопротивление. Дело не только в этом. Дело в том, что не поняв, как, собственно, создавалась Романовская империя, как строилось русское государство, ну хотя бы начнем со времен смуты, мы, в общем-то, не сможем правильно оценить сам ход и логику развития нашей истории. Поэтому сегодня у нас премьера рассказов о России XVII века. Было 2 небольших беседы, посвященных 4 ноября. Что мы отмечаем 4 ноября? Смуте, Минину, Пожарскому, Лжедмитрием и прочее. Сегодня мы начинаем, собственно, с первого из Романовых на троне, Михаила Романова. Конечно, кто-то спросит, зачем нам этот 17 век? Это скучно. Бороды, кафтаны, старина. При Петре и потом там было интересно. Кружева, иноземцы, баталии, амурные интриги, тайная дипломатия. А 17 век, господи, это все протухло нафталином, где-то лежит в сундуках. Неинтересно. И вот сформировался такой стереотип в массовом сознании еще со времен школы, что интересное начинается с Петра в нашей истории. А до этого Московия, вот Петр преодолел старину, поставил Россию на дыбы, построил новую столицу, революционер на троне. А до этого домострой, рутина, душно жить. На самом деле все это не совсем так. Вообще в истории не бывает незначительных и неинтересных времен. К сожалению, бывают неинтересные уроки. Рассказывать мы не умеем об истории интересно. А там, в общем-то, есть чему поучиться и много-много интересного. Ну, а поскольку речь пойдет у нас, по сути, о становлении
Большого Московского царства. Более того, о перезапуске в 1613 году нашего государства, выражаясь современным компьютерным языком, перезагрузки, то будет много аналогий в связи с сегодняшним днем. Будет немало разного рода просто размышлений о природе власти, тирании, демократии, как у нас принято говорить. В общем, давайте приступим. Михаил Романов, создавший династию, выборный царь. Отец его Федор Никитич Романов, будущий патриарх Филарет. Мать, как звали, кто знает? Никогда это имя потом не встречается у Романовых на троне. Ксения. А в постриге, в монашеском, она будет инокиня Марфа. Миша Романов, соответственно, дед Петра Первого, чтобы школьники сразу поняли связь. Родился 12 июля 1596 года. Кстати, умер спустя недолго, прожил 49 лет, тоже в тот же день, 12 июля, в день рождения. С воцарением Михаила Романова началась династия, которая проправила Россией 300 лет. Я не буду эту династию идеализировать ни в коем случае. Сразу начну с цитаты нашего знаменитого философа, писателя, поэта Дмитрия Мережковского, который известен не только тем, что он муж Зинаиды Гиппиус, 2 звезды Серебряного века, но и тем, что он больше всех в истории номинировался из наших, по крайней мере, на Нобелевскую премию. 10 раз, представьте, 10-кратный номинант. Не повезло, не получил. Так вот, Мережковский, который очень много написал исторических трудов о Романовых, он их на самом деле терпеть не мог. Он и большевиков ненавидел, умер в эмиграции, но и Романовых не любил. Кавычки. В доме Романовых таинственное проклятие переходит из рода в род. Убийство, измены, кровь, грязь. Петр I убил своего сына. Александр I – отца. Катерина II убила своего мужа. А кроме этих великих и известных жертв, существуют жалкие, неизвестные, несчастные выкидыши самодержавия, задушенные, как мыши в темных углах, в казематах Шлиссельбургской крепости. Плаха, петля, яд – вот истинные символы российского самодержавия. Миропомазание на челе царей поистине стало печатью Каина. Если к этому еще добавить, что началась династия Романовых, как мы помним с вами откуда? Из Ипатьевского монастыря, а закончилась расстрельным подвалом Ипатьевского дома. Закончилась династия Романовых с гибели, конечно, невинного царевича Алексея, а началось удушение 3-летнего младенца Варенка, публичного повешения, как претендента на престол, я об этом расскажу попозже. То, в общем-то, согласитесь, Мережковский понимал, о чем пишет. Но вообще давайте поговорим о монархии. Вот люблю я на эту тему порассуждать. Монархия как принцип правления, а у нас на 300 лет установится абсолютная монархия, ну, кусочек там конституционный в конце, не в счет, имеет очень много недостатков. Случайность рождения. Как говорил Ключевский, он писал это, собственно, при царях, по-другому, наверное, и не мог. Ну, я думаю, что он так и думал. Так вот, наш великий историк говорил, абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления, если бы не случайность рождения. По случайности рождения может родиться дурак, глупый монарх, не имеющий склонности к госуправлению. Часто так бывает. Ну, правда, я сделаю здесь маленькую оговорку. Нет никаких гарантий, что при демократии наверху окажется Аристотель, там, великий философ, крупный управленец. Мы с вами тоже видим, как зачастую, как он там оказался вообще. Особенно сейчас, когда посмотришь на некоторых демократически избранных лидеров мировых. Кто знает английский язык, возьмите любое выступление без бумажки Камалы Харрис. Запишите и начинайте переводить с листа. Просто набор слов. Демократия. Избрали люди, доверили. А вот если, например, на престол при монархии, ну, рано родители ушли, взошел ребенок, тогда что результат? Регенство, заговоры, интриги, убийства, мятежи. Фаворитизм процветает при монархиях. Как показывает практика при демократиях тоже. Я перечисляю те недостатки, которые приводятся в учебниках по политологии. Пожизненность правления,
Страной, в конце концов, будет править старик, с возрастом ухудшается здоровье, падает работоспособность, когнитивные функции, болезнь Альцгеймера. Но тут я просто не буду вам приводить никаких примеров. Вы сами понимаете, что демократия не исключает подобных вещей. Материальный комфорт с рождения, царю непонятны страдания, проблемы народа. Он их никогда не испытывал на своей шкуре. Так это? Ну, в общем и целом, наверное, так. Хотя если мы посмотрим с вами на наследственно избираемых демократических правителей, Кеннеди в нескольких поколениях, Буши, сейчас вот не сегодня, завтра Обама там и прочее, прочее, то мы тоже видим с вами, что как-то там не из грязи в князи совсем поднимаются демократически избранные. И тоже мне не сильно верится, что с детства знают жизнь простого американца, представителей, ну, например, там, клана Бушей, Кеннеди или других. Имея право на власть от рождения, царь уверен в своей исключительности, иногда гениальности. Поскольку власть дана ему без борьбы, как данность, ну, например, Иван Грозный, то он прямо говорит от имени Бога. Да, это действительно большая проблема для монарха, особенно когда у него подвижная психика. Ну, надо сказать, что вот эта исключительность, она чаще бывает во зло, но мы найдем с вами немало примеров в истории, когда это может быть и во благо. Еще политологи говорят, что царь может верить, что является специалистом во всех областях, принимать решения на основании эмоций и капризов. Да, это так, но мало ли мы знаем с вами демократически избранных руководителей, которые являются специалистами во всем. То есть главные по выращиванию кукурузы, в языкознании знают толк, сельское хозяйство. Далее по списку. С другой стороны, самодержавие обладает и рядом преимуществ. Ну, например, важным преимуществом является то, что русский монарх не зависел, так как в Европе, от так называемых центров власти, олигархических кланов, политических партий. То есть он не ждет следующих выборов. Это не просто большая экономия бюджетных средств. Он просто их не ждет, они ему не нужны. Поэтому он может принимать решения непопулярные, но необходимые. Я сомневаюсь, что Петр I мог бы протащить через парламент решение о переносе столицы в Петербург. Или, например, о направлении там, половины бюджета страны на строительство военно-морского флота. Я как-то не очень верю, что Николай I мог бы согласовать с дворянским парламентом, а какой другой парламент и не мог тогда быть никакой. Буржуазии не было, по сути, массово. Решение об освобождении государственных крестьян. Александр II провел бы через Госдуму дворянское решение об освобождении всех крестьян. Потому что парламент предполагает учет интересов правящего класса и владельцев земли и капиталов, реальных собственников. Монарх может действовать в какой-то степени. Понятно, что самодержавие, как говорил у нас Александр Сергеевич, ограничено в России удавкой. Власть самодержавная, ограниченная удавкой, говорил Пушкин. На понятных ему исторических примерах. Но, тем не менее, у монарха в этом отношении больше возможностей. Ну и вообще, когда говорят о прямые, демократические, парламентские выборы обеспечивают подлинное народное представительство, я всегда улыбаюсь. В демократию верит только тот, кто никогда не собирал деньги на ремонт подъезда у себя дома. До 1937 года выборы в Советской России проходили таким образом. Кандидаты избирались, выборные органы, советы всех инстанций, избирались списками, как правило, на предприятиях, открытым голосованием. Вот мы собрались, я список огласил депутатов, все руки подняли, я внимательно смотрю. А начиная с 1937 года, по новой Конституции, уже были выборы тайные и голосовали за конкретного кандидата, а не списком. То есть 1937 год – это торжество демократии, правильно? Больше я стал. Поэтому все это очень и очень сложный философско-политический дискурс. Ну, давайте вернемся к нашему Михаилу Романову, основателю романовского самодержавия. Род Романовых считается откуда-то из Пруссии. Это не значит, что они немцы или пруссы. Неизвестно, это легенда. Откуда-то из Пруссии пришли предки Романовых. Первый достоверно известный представитель этого рода – некто Андрей Кобыла. Кобыла не фамилия, это прозвище. Мы помним с вами, что на Старой Руси было имя,
отчество. А дальше, чтобы не путаться, начинались прозвища. Прозвища никакие не обидные. И, как правило, эти прозвища давали прямо в семье, чтобы отличать детей, там, родственников от одного от другого. Ну, чем-то руководствовались. Потом появятся только фамилии, потому что просто по имени и отчеству легко запутаться. Вот Андрей по прозвищу Кобыла служил еще сыну Ивана Калиты Симеону Гордому. У Кобылы был сын Федор. У Федора было прозвище Кошка. Ну, видимо, любили там животных в семье. Соответственно, потомки Федора Кошки, они кто? Кошкины. Они Кошкины дети. Далее был у него, видимо, сын Захарий. Потомки Захария – Захарины. Или Захарины Кошкины. От Захария, кстати, пошло довольно много разных семей. Захарины Яковлевы, видимо, Захарий и Яков вместе там, да? Захарины Лицкие, Захарины Юрьевы и прочее. И вот я пришел к тому, что первую жену Ивана Грозного звали как? Любимую Анастасия Захарьина Юрьева. Вот она из той самой семьи. Кобыла, Кошка, Захарий. То есть она не Романова, но она из той же семьи. Откуда взялись Романовы? Потому что один из этих Захариных Кошкиных, его звали Роман. И по его линии они были Романовы. Но они тоже все родственники. Соответственно, Анастасия Захарина Юрьева, а ее родной брат, у него была уже фамилия Романов. Первая жена Ивана Грозного родила ему наследника, которого Иван Грозный якобы убил. Мы этого точно не знаем. А помимо этого родила ему вообще 6 детей. Хотя и умерла, судя по всему, от отравления, ей не было и 30, но успела родить ему 6 детей. Значит, вот убитый царевич, далее Федор Иоаннович, который правил после Ивана, и еще 3 дочери умерли во младенчестве. Тогда высокая была детская смертность. И один царевич Дмитрий, судя по всему, утонул при загадочных обстоятельствах. Вот если мы посмотрим сериал «Иван Грозный», там его прямо топят заговорщики царевича Дмитрия Маленького. Ну, мы этого не знаем. Утонул. Уронили в воду. Вот в те-то годы род Захарьиных, Юрьевых, Романовых и возвысился. Собственно, все родственники, ближние и дальние, были приближены ко двору. Появляется герб. Бояр Романовых становятся боярами. Посередине герба красный гриф. Гриф – это вот полуорел, полулев на серебряном поле. Вообще, это герб германской Ливонии, немецкой, только с обратными цветами. У ливонцев серебряный гриф на красном поле. Каким образом этот герб, поменяв цвета наизнанку, стал гербом Романовых? Потому что Романовы храбро воевали и побеждали в Ливонскую войну. А тогда был такой обычай: если ты разбил врага, ты можешь его герб забрать себе. Вот они забрали этот рыцарский ливонский герб, то есть они боевые бояре. Герб забрали себе, только цвета поменяли. Отец нашего героя Михаила, Федор Романов, в монашеском постриге впоследствии Филарет, становится по женской линии двоюродным братом Федора Иоанновича, последнего царя из рода Рюриковича. То есть его отец и умершая царица Анастасия – родные брат и сестра. Мать Ксения из костромских дворян. Ей там в Костромской области принадлежало село Домнино, откуда родом кто? Главный сельчанин там? Иван Сусанин. Она поехала к себе домой потом, вместе с сыном. Семейная жизнь Федора и Ксении была омрачена тем, что дети почти все умерли, осталось только 2. Мальчик Миша и девочка. Мальчик – это наш герой. Вот вообще такая младенческая смертность высокая, еще раз подчеркну, в те времена в Средневековье норма. После смерти Федора Иоанновича и воцарения Бориса Годунова клан Романовых подвергся самым настоящим политическим репрессиям. Просто вот как в помянутый мной 1937 год. Единственное, что не казнили. Годунов был помягче. В этом отношении он разослал Романовых по местам ссылки. Повод был какой? Я излагаю вам официальную романовскую версию истории. Борис Годунов выбирал конкурентов. Сначала заказал убийство царевича Дмитрия, потом решил перейти и на дальних родственников умершего царя Федора Иоанновича, на бояр Романовых. Им было подброшены какие-то травы домой, коренья. Потом туда заявились органы правопорядка, увидели эти коренья, а что это такое? Они говорят, ну мы тут что, не знаем,
лекарства делаем, чай завариваем. Нет, нет, это вы изготавливаете яды, хотите извести государя. Под пыткой слуги дают показания, что да, действительно, Романовы колдовали, изготавливали яды, хотели отравить Бориса Годунова с семьей. Под пытками не такой муж. Рассказать, они были оговорены в колдовстве, но Борис Годунов их помиловал. Просто семью раскассировали по дальним монастырям. Мужа Федора постригли в монахи Филареты, сослали куда-то на север, а жену Ксению в постриге инокиня Марфа отправили в Медвежьегорский район Карелии. Это недалеко от Кижей. Чем известен городок Медвежьегорск, и этот Медвежьегорский район? В нашей политической истории тем, что это официальная столица Беломорканала. Именно там находилось главное управление ББК. То есть ее отправили на Беломорканал. В какой-то там дальний, даже не монастырь, а отправили в скит куда-то. А Медвежьегорск я вспомнил, потому что у нас была такая программа в Министерстве культуры по ремонту районных домов культуры. И заброшены с советских времен все эти районные ДК. Во многих небольших городах или больших селах это единственное учреждение культуры, вообще, куда люди могут прийти. Там, кино посмотреть, секция танца какая-то для детей или пения. И вот мы софинансировали от Министерства культуры, охотно брали за это местные власти, наводили там порядок, делали ремонт, перезапускали. Сотни домов культуры привели таким образом в порядок по всей стране, если не тысячи уже. И довольно интересно обнаруживались вещи. В городе Медвежьегорск стали ремонтировать ДК. Последний ремонт там был как раз в конце 30-х, потому что закончили строительство Беломорканала, и все уехали. И больше не прикасались. Ни к чему вообще. Так он и пережил войну, Хрущева, не ремонтировался. Но большой был построен, потому что коллектив-то большой строил Беломорканал. Стали ремонтировать ДК, разобрали сцену. Обратили внимание, что какая-то сцена очень крупная, неудобно. Надо ее сделать пониже. Не такая маленькая, как здесь, а вот такая сцена вот. С первых рядов не видно, кто на сцене. И, исходя из этих соображений, решили сцену разобрать, заодно почистить. Внутри же мусор, опилки. А внутри сцены нашли хрустальный рояль. Причем роялей таких в мире 2. Один где-то в Эрмитаже, вот, из хрусталя. Крышка, он вполне в рабочем состоянии. Изготовлена в немецкой фабрике там, в начале 20 века, абсолютно эксклюзивная. Но, видимо, для какого-то Юсупова, князя. Был сделан. Управляющий Беломорканалом или кто-то из НКВД, что начальство, был большим меломаном. Поэтому, используя бесконечный административный ресурс, решил, что зэков надо просвещать. И я выписал из Ленинграда этот рояль, откуда-то из Юсуповского дворца. Они там какое-то время на нем, видимо, играли. А потом, когда то ли как-то неудачная эвакуация была оттуда, то ли еще что-то. Там же финны еще наступали вместе с немцами. Они его спрятали, вывести не могли, засунули в сцену, засыпали опилками, сделали еще пару рядов досок, поэтому сцена слишком высокая. И так и оставили. Никто об этом не знал, потому что никто туда ни разу не заглядывал. Стоимость рояля больше, чем этот ДК снести и заново построить новый, поэтому можно сказать, что программа эта была высоко рентабельной по ремонту домов культуры. В общем, даже был большой сюжет «200 недель» по этому поводу, такое чудо. В общем, там находилась мать Михаила Романова Ксения в скиту. Так что детство свое Миша, поскольку родители у него репрессированы, он как член семьи врагов народа, детство Миша прожил у тети. Тетя в замужестве княгиня Черкасская. Тут там он с теткой жил, вместе бегали там. Дружок у него был Ваня, сын той княгини. Ваня потом вырастет, станет Иваном Черкасским, который возглавит правительство. Станет, по сути, первым министром, как Ришелье. Первым министром у Михаила Романова, друг детства. Реабилитация Романовых тоже произошла, как при Хрущеве. Власть сменилась. Лжедмитрий I, якобы родственников своих Романовых, возвращает в Москву. Ну, там темная история. Мы помним с вами, что Лжедмитрий, если брать за веру версию Григория Отрепьева, то Григорий Отрепьев был дворянином, но холопом на услужение у бояр Романовых. И вообще предполагается, что Романовы могли всю эту историю замутить. Лжедмитрием не знаем мы этого, множество версий, но тем не менее Лжедмитрий вернул Филарета Романова. Понятно, что он расстричь его из монахов обратно уже не может. Ну так, не принято у православных. Но он его делает митрополитом ростовским, дает ему огромную митрополию. Потом смута. Лжедмитрия убили. В Москве патриарх, выбранный официально, Гермоген. А вот Тушинский вор
Лжедмитрий II. Где-то отыскал там этого Романова Филарета, притащил его к себе в Тушино, нарек патриархом. То есть было в стране два патриарха. Избранный патриарх Гермоген, который писал письма против поляков из Кремля, и которого уморили голодом, памятник ему сейчас в Александровском саду, и нареченный, без всякой процедуры, не настоящий патриарх, тот самый Филарет, Федор Романов. Потом, впоследствии, Федор Романов очень этого стеснялся и всем говорил, что он вообще сопротивлялся и не собирался быть патриархом. И в своем резюме строчку «патриарх» никогда не указывал, хотя числился вот какое-то время альтернативным патриархом. При Семибоярщине Филарета вместе с посольством отправят в Смоленск уговаривать короля Сигизмунда согласиться на то, чтобы его сын, царевич Владислав, перешел в православную веру и стал уже православным правителем, царем нашего государства. Владислав ни на что не согласится, и всех членов посольства арестуют. Всех и отправят в Польшу. Жена его вместе с сыном Мишей находились в заложниках у поляков в Кремле, ну, как бы так, под домашним арестом. Не выпускали их никуда из Кремля, чтобы там отец что-нибудь не учудил в отсутствие. Там они в Кремле пережили настоящую почти блокаду, мы помним, было голодно в Кремле. Поляки ели крыс, кошек, лошадей, все съели. Были случаи каннибализма, как говорят некоторые, съели даже обложки библиотеки Ивана Грозного, сварили все эти кожаные, и обложки, и листы пергаментные. Поэтому там не шиковали в осажденном Кремле. И как только Минин и Пожарский Кремль освободили, они сразу же уехали в Кострому, в Ипатьевский монастырь, туда, где ближе к маминым вотчинам. Отец Федор в Польше в плену. Вот такая предыстория. И сидят они у себя дома в Костромской волости. А дальше происходит знаменитый Земский собор и выборы новой династии. Надо понимать, что, во-первых, выборы царя вещь необычная. Что такое выборный царь? Как царя можно выбирать? Он же от Бога. Это для русского человека той эпохи страшная вещь, совершенно непонятная. Кощунство какое-то. Нетрадиционные ценности. Царей не избирают. Но династия пресеклась, одна, вторая. Решают все-таки собрать совет всей земли и как-то, помолившись, выбрать нового правителя. То есть Земский собор – это как учредительное собрание 17 года, которого добивалось Временное правительство. Помните? Перезапустить страну заново. Кто назвал его Земский собор? Как всегда, это как Киевская Русь. Это назвали историки его потом, в 19 веке. Никогда он так не назывался. Сами современники называли его либо собор, либо совет. Совет всея земли. То есть, по сути, совет рабочих крестьянских депутатов. В январе 1613 года в Успенском соборе Кремля собирается Совет народных депутатов, Совет всея земли. По числу депутатов, по широте представительства, это совершенно особенный выборный орган. До Москвы добрались сотни делегатов из самых разных городов и областей. Мы точное число их не знаем. Историки предполагают от 700 до 1000. Под итоговым приговором о выборе нового государя стоит 300 подписей. Но это не значит, что там было 300 депутатов. Во-первых, могли быть неграмотные. Во-вторых, часто подписи ставили не все делегаты, а главы делегаций от регионов. Поэтому число подписей меньше, чем число депутатов. Честно говоря, как там может в Успенском соборе, придите, посмотрите, поместиться 300 или 700 человек, я вообще не понимаю. Очень тесно. Ну, как-то помещались, может быть, заседали частями, может быть, площадь задействовали. Выборные были от самых разных социальных групп. Аристократия, боярство, дворянство, стрельцы, казаки, купцы, ремесленники, духовенство. Было даже некоторое количество так называемых уездных людей, то есть крестьян свободных. Понятно, что когда депутаты приезжали в Москву, ничего хорошего их здесь не ждало. Москва выгорала несколько раз. Представьте себе, зима 613 года, печные трубы стоят, деревянные дома сгоревшие, кое-где какие-то отдельные строения. Там жить было негде, по большому счету. Разруха. Съехались, сразу 3-дневный пост, не есть ничего. Очиститься от грехов смуты. В общем-то, особо пировать было и нечем. И потом, попастившись, приступили к обсуждениям.
Это были, конечно, не такие спокойные выборы, как в свое время избирали в спокойные времена Бориса Годунова. Помните, у него была образцовая избирательная кампания тоже, попытка перезапуска новой династии. Борис Годунов, собственно, все контролировал. Он контролировал церковь, он контролировал все приказы, все правительство он раздал на 3 года. 3-годовое жалование стрельцам, кто были счастливы. Да еще объявил амнистию преступникам. Поэтому мог сидеть себе в Новодевичьем монастыре, курьеров рассылать с записочками и ждать, пока всех придут к нему на поклон. Там технологии избирательные у Годунова работали блестяще. Здесь все было совершенно по-другому. Во-первых, надо было определиться, какая форма правления. Варианты были разные. Как мы помним с вами, и с Владиславом царевичем, и с Шуйским прорабатывались варианты ограниченной монархии. То есть царь должен был подписать какие-то кондиции, ограничивающие его власть. В этом случае с выборами 613 года вопрос об ограничении монархии, судя по всему, вообще не стоял. По крайней мере, у нас нет об этом ни одного письменного достоверного упоминания. Все говорили, ради бога, давайте выберем настоящего царя, и пусть он решает. Все связывали свои надежды только с восстановлением самодержавия. Акт Земского собора 612 года, цитирую, с некими поправками на современную речь. «А без государя московское государство ничем не строится, и воровскими заводами на многие части разделяется, и воровство многое без государя множится. А без государя некоторыми делы строить и промышлять людьми Божьими всеми православными христианами печиться некому». Некому печиться без государя. В общем, крышка без царя, в этом никто не сомневался. Определились с формой правления, кого избирать. Больше месяца шли ожесточенные споры. Хорошо, что в процессе выдвижения кандидатов никого не грохнули. Видим с вами, как это происходит у нас в современном демократическом мире в ожидании выборов. Тогда обошлось как-то, без кровопролития. Но, в общем, выдвинуто было более 12 кандидатов на пост царя. Стали их обсуждать. Первый очевидный кандидат – это королевич Владислав, сын Сигизмунда, которого приглашала так называемая Семибоярщина. Ну, тут сразу заветировали этого кандидата, мол, мы не для того поляков воевали, из Кремля изгнали, чтобы опять к себе повторно звать на царствие. Вторым кандидатом считался сын шведского короля, герцог Карл Филипп. Я напомню, что в это время в Новгороде находятся шведы. И Новгород официально, можно считать, Швеции присягнул. Даже Пожарский, наш герой национальный, он склонялся первое время к шведскому варианту. Ну, расчет был какой? Швеция далеко. Рюрикович тоже когда-то были оттуда. Ничего страшного, приедет. Мы его в православие, хорошую ему девушку подберем русскую. Он и речь свою шведскую забудет. А дети уже будут все русские. К тому же герцог Карл Филипп, ему было аж 11 лет на тот момент. Поэтому пока вырастет, будем им крутить-вертеть, править будем сами. А вообще Швеция держава сильная, поможет нам отбиться от поляков. Мы вместе со шведами поляков из Смоленска отовсюду изгоним. Ну, в общем, шведская партия. Далее, третий вариант. У нас вообще-то есть коронованная царица. Я напомню. Марина Мнишек. Вместе с сыном своим Варенком. Чей сын, это не очень понятно. То ли Лжедмитрия II, то ли ее любовника, как он называл себя, атаман великого казачьего войска Заруцкий. Но это, собственно, и не важно. Чей-то сын. Официально наследник престола, а ее венчали на царство. Поэтому по юридическим нормам того времени все права имеет. Плюс военная сила, потому что Заруцкий где-то там бандитствует со своим великим казачьим войском в районе нашего ЦФО, Астрахани, Волги. Его потом, в конце концов, поймают, доставят в Москву, посадят на кол этого несчастного 3-летнего ребенка, непонятно чьего, повесят. Обстоятельства, кстати, смерти самой Марины Мнишек до сих пор не ясны. Есть так называемая Маринкина башня в Коломенском, Коломенского Кремля. Считается, что она там якобы сидела в заточении. Но это легенда.
Полякам просто сказали, что стиль был, мол, Марина по своей воле умерла. Я, кстати, скажу вам, вот, не надо воспринимать Марину Мнишек и Варенка как какое-то исключение. На самом деле ведь тогда же много было лже-претендентов на престол в это смутное время. Помимо Лжедмитрия I-II, в учебниках истории это опускается, был еще официальный Лжедмитрий III, был Лжедмитрий IV. В бесчисленном исчислении были различные дети и внуки Ивана Грозного. Царевичи Иван, Август, Лаврентий. Понятно, что эти претенденты сражались еще между собой. И достоверно известно, что только Лжедмитрий II повесил 7 других претендентов на престол, которые объявляли себя сыновьями государя Федора Иоанновича. Звали этих сыновей Федора Иоанновича Климентий, Савелий, Василий, Симеон, ну и дальше Гаврилка, Ерошка и Мартынка, дети лейтенанта Шмидта. Большой список претендентов. Князь Федор Мстиславский, князь Воротынский, князь Дмитрий Трубецкой, официально командовавший первым-вторым ополчением, Иван Никитич Романов, другой Романов из этого клана, князь Иван Черкасский, это вот с которым вместе рос Миша Романов молодой, Федор Шереметьев, наш герой князь Дмитрий Пожарский, князь Петр Пронской, иногда добавляют еще Голицына и младшего брата Шуйского, покойного государя, который тоже сидел в плену в Польше. Но заочно его избирали. Какая была ситуация с предвыборным раскладом? Очень многое зависело от знатности. По знатности не было равных Мстиславскому. Он прямой Гедеминович, прямой потомок. Вот у Пожарского, например, Дмитрия, была высокая популярность, а знатности не было. Поэтому не котировался. Иван Романов, дядя будущего царя, он вроде бы старше Михаила Романова, но там очень сложная система с учетом родовитости поместнической очереди. В общем, он считался в семье пятым. А Михаил Романов считался после Филарета вторым. Но Филарета избирать нельзя, потому что, во-первых, монах, во-вторых, он тоже в плену. Проблема самого знатного претендента Мстиславского заключалась в том, что он, собственно, руководил всеми боярщиной, этим правительством, и он пригласил Владислава. Поэтому репутация была не очень. Мы не для этого, мол, поляков изгоняли, чтобы главу этого временного правительства теперь царем избирать. Самым проходным кандидатом считался Дмитрий Трубецкой. Он тоже Гедеминович, хоть и менее родовитый. У него было формальное главенство в ополчении, боевой боярин, в обозах не отсиживался, лично участвовал в боях в Москве в отражении гетмана Хаткевича. Его люди штурмом врывались в Китай-город. Есть такая известная историческая легенда о том, как Дмитрий Пожарский, Дмитрий Трубецкой ненавидели друг друга, и Трубецкой нанял казаков, которые ночью... Я рассказываю эту легенду в одной из своих лекций. Трубецкой нанял казаков, которые ночью должны были зарубить Пожарского. Но историки спорят по этому поводу, потому что на самом деле Пожарский весьма корректно всегда признавал формально в списках главенство Трубецкого, хотя реально он, конечно, командовал ополчением. И, в общем, вся последующая жизнь никаких конфликтов между ними не показала. Трубецкой очень хотел быть царем. Он развернул избирательную кампанию, потратил кучу денег, поил, кормил всех казаков из своего ополчения. Они пили, ели за его счет, а потом все проголосовали за Романова. Как пишет летопись, он так загоревал, так расстроился. Лицо у него с кручины по черне, и сам он поде в недух, и лежа 3 месяца, не выходя со двора своего. Впал в страшнейшую депрессию, бедняга. В общем, победил на выборах заочно, в них не участвуя, как у нас бывает всегда, Михаил Романов. Миша, 16 лет. Почему? Ну, во-первых, это действительно очень сильная аристократическая партия. И он, в общем-то, родственник по женской линии последнего царя Федора Иоанновича. То есть он его двоюродный племянник. Крови Рюриковича Романовых нет, ни капли. Но вот через жену Анастасию. Там включились тоже своего рода технологии. Во-первых, поддерживала церковь, поскольку Филарет авторитетный. Хоть не настоящий патриарх, но авторитетный. Далее запустили слух, будто царь Федор Иоаннович, умирая, устно завещал престол своему кузену Федору Романову, то есть отцу Михаила. Сам Михаил Федорович впоследствии в грамотах неоднократно подчеркивал, что он просто внук Ивана Грозного. Это, конечно,
звучит довольно странно. Он был внучатым племянником Ивана Грозного по женской линии. Но тогда на такие мелочи не обращали внимания. Он везде подписывался, что да, я внук Ивана Васильевича. Якобы в церквах проповедовали, якобы кандидатуру Михаила Романова называл еще патриарх Гермоген, как желательного преемника Шуйского. Проверить было невозможно. Но самое главное было другое. Два фактора. Первый, Михаил Романов был кандидат, который всех устраивал. Сам он ни в чем не участвовал по молодости. Ни за, ни против никого не выступал. А родственники у него участвовали во всем и везде. Были во всех лагерях. И за Семибоярщину, и за Лжедмитрия, и за Годунова. В общем, за всех. И в ополчении были. И везде вляпались. Значит, репрессий не будет. Придется родственников казнить. Это совершенно немыслимая вещь. Это был тонкий политический расчет. Чистый царь и семья, которая побывала во всех лагерях. Ну, был, конечно, фактор молодости тоже. Не такой уж молодости, как у шведского королевича. Но все-таки 16 лет. Миша молод. Мы будем за него решать, как писали тогда. Разумом не дошел, и нам будет повадено. Это из письма одного боярина подлинного другому. Ну и, наконец, казачество поддержало. Есть известная история, я ее в своей книге немножко допридумав привожу, про то, как в процессе выборов шумели, галдели, а кончилось тем, что казаки бросили что-то на стол, саблю, ну, хотя с оружием нельзя было заходить в Успенский собор, что-то бросили на стол и говорят, мол, хватит судить, все казачество, оно там за стеной вооруженное, голосует за природного царя. Природный царь у нас один, это только Миша Романов. Понятно, что не один, но это не важно. Казаки ведь тогда не это казачество из Тихого Дона, уже цивильное. Казаки тогда это... Кто только не был казаками. Условно какое-то неорганизованное вооруженное формирование. Такие ОПГ. Вот все казачество. Там могли быть и разорившиеся дворяне, и солдаты, и преступники, и беглые каторжники, и беглые крестьяне. Тут все вместо казачества. Казачество за природного царя Романова. Ну, в конце концов, февраль 613 года под сводами Успенского собора его нарекают государем, но это еще не вся избирательная процедура. Этого выбрали на съезде. Дальше нужна поддержка народа. Несколько делегатов были посланы на Красную площадь. Там огромная толпа ждет результатов выборов. Выходят на лобное место и спрашивают народ. Про свое решение не говорят. А народ-то что думает? Кого царем? Ну, как вы думаете? Народ угадал. Там уже в толпе были подготовлены люди, которые все стали кричать «Михаила Федоровича! Михаила Федоровича!» Говорят, ну вот совпало. Совпало. Лобное место, кстати, мы помним с вами, да, оно построено было при Борисе Годунове в рамках его строительной программы «Новая Москва». Это было место святое. Там было явление некоторых святых, православных и прочее, прочее. Там никого не казнили, там оглашали указы. Казнили рядом, неподалеку. «Без меня женили» называется. Михаил Романов избран, теперь надо его об этом проинформировать. Собирается делегация, едет в Ипатьевский монастырь. А он же, Михаил Федорович, благочестивый государь, того в мыслях не имел и не хотел, ибо был во все то время у себя в вотчине с матерью. Завершая разговор о Совете всея земли или Земском соборе, отмечу, что ни во Франции, ни в Англии, демократических государствах никогда подобного рода учредительного парламента, учреждавшего государство и династию, не было. В этом отношении Земский собор – это такой действительно институт народного представительства в том времени с большими правами, чем Генеральные Штаты или британский парламент. Так что можно даже на эту тему подколоть иногда иностранцев, говоря, что у нас в 17 веке было гораздо больше демократии, чем у вас. Ваш парламент что, налоги учреждал? А мы царя избирали. Вот так. Всенародным голосованием. Когда делегация приехала, мать не хотела отдавать сына. И это вполне объяснимо, потому что у нее на глазах Федора Годунова с гораздо большим ресурсом, чем Романов. Убили, мать его убили, Лжедмитриев обоих убили, Шуйского свергли, пострелили в монахи, в плену мучается, умрет. Опасная профессия царем в это время быть. Мать не хотела. Уговорили. Поехали не спеша в Москву.
Месяц провели в Ярославле, потом отправились наконец-то в дорогу, выжидали. От Ярославля до Москвы, даже с учетом тех коммуникаций, верхом ехали 3 дня. Романовы ехали почти 2 месяца. Почему так долго? Ну, потому что, во-первых, хотели показать, что они не торопятся, к власти не рвутся. Вы нас еще поуговариваете, можем и передумать. Это раз. Во-вторых, жить-то негде им было. В Москве все сожжено. Пока 2 месяца Романовы ехали, им срочно строили какие-то избы в Кремле, какой-то дворец. Поскольку во время осады поляки употребили там на дрова, в общем, все. Крыши, полы, двери. Кормить двор царский тоже было нечем. Казна пуста. Поэтому нужно было собрать хоть какие-то запасы. Наконец, летом 13 года венчание на царство, ну, а как у нас последние годы, пример цивилизованного отношения победителей и проигравших. Романовы венчают на царство, а конкурентов Дмитрия Пожарского и Дмитрия Трубецкого они по правую и по левую руку от государя на самых почетных местах. В первое время Михаил Романов находился, конечно, под большим влиянием матери. Иногда так и писалось в документах: «Мать наша, государиня, великая старица Марфа Ивановна». Она жаловала там что-то монастырям, родственникам помогала. Государством она не управляла, она управляла семьей, родом. Благодарила всех, кто ей помогал по жизни, видимо. Благодарный была человек. Помните, она была на Беломор-канале, в Скиту? Она нашла попа, который там с ней жил, вызвала его в Москву, наградила имением, отблагодарила. Потом из числа документов, которые сохранились, знаменитая обельная грамота, данная мужу дочери Ивана Сусанина. Кстати, это опровергает все домыслы о том, что это миф. Нет, что вот за спасение и помощь царской семье все потомки, и эта семья, и все потомки освобождаются от всех налогов и повинностей землевладельцев. Потом, к концу XIX века, потомков Сусанина было уже несколько сотен. Росла эта семья, и все они были освобождены от налогов. Особая была категория по переписи населения конца XIX века в Костромской губернии. Ну и проявляла сочувствие к женщинам тяжелой судьбы, тех, кого постригли насильно когда-то в монахини, как и ее, она им помогала, посылала подарки. Среди этих женщин была знаменитая инокиня Дарья, не поверите, 4-я жена Ивана Грозного, то есть она пережила всех в монастыре, и мужа своего Ивана Грозного, его последующих жен, детей, Смуту, Годунова, вот дожила до Романовых. И жене Василия Шуйского, умершего в плену, Елене, тоже ей помогала. Ну, такая, видимо, была не злая женщина. Спустя 5 с лишним лет из польского плена возвращается отец Филарет. При встрече отец и сын расплакались, как пишут летописи. Отец был сразу поставлен в сан патриарха, уже официально, с титулом «Великий государь». Это такой же титул, как у самого царя. И действительно, Филарет многие годы был соправителем, а многие даже считают, что и правителем реальным в стране. Такое было удивительное двоевластие, симфония церкви и государства, отца и сына, которые всячески друг друга поддерживали. Отец советовал, помогал и направлял. Ситуация в экономике тяжелая была, денег нет. Увеличили количество кабаков. Пьянство быть было у нас не так уж распространено на самом деле. Пить разрешали 4 недели в году по праздникам. Пасха, Масленица. А если находили пьяных, валяющихся на улицах или в кабаках, вне этих 4 праздничных недель их отправляли в специальную брачную тюрьму, что-то типа вытрезвителя, но выйти оттуда можно было только за деньги. 2 рубля выкуп, большие деньги. Или чье-то поручительство. Иностранцы говорили, в Москве великая трезвость. Ну, деньги были нужны Романовым, поэтому число кабаков стало увеличиваться. Курение табака было не разрешено. По-прежнему запрещали. Ну, во-первых, Филарет был большим противником иноземщины всякой, бесовщины. Поэтому это дьявольское зелье. Ну, а во-вторых, пожары. Пожары. Москва горела много раз, поэтому курение – это огонь. О личных качествах Михаила Романова, молодого. Как писал наш историк Костомаров, небезызвестный, сам Михаил был от природы доброго, но меланхолического нрава, не одарен блестящими способностями, но не лишен ума. Он не получил никакого воспитания, как говорят, вступивший на престол, едва умел читать. Я думаю, что Костомаров Михаила Романова немного недооценивал. Тут надо мифологию про неразумного Мишу развеять. Да, действительно, мать поначалу,
командовал, а потом отец некоторое время. Все это так, но не так. Во-первых, надо быть мужественным человеком, чтобы при этих обстоятельствах в разоренном нищем государстве с риском для жизни вступить на престол. Это не синекура была. Да, конечно, никого не было у него ни опыта, ни управленческих талантов, и быть не могло. Но интуитивно Романов понял одно. Что самое главное после смуты и бесконечной гражданской войны? Самое главное – это умиротворение. Не надо никаких жестких реформ. Не надо с шашкой на амбразуру. Нужен компромисс. Не раскачивать лодку. Всех надо примирить. Вот суть его простой политической программы. Когда он сидел в Ярославле по пути в Москву, было направлено письмо в правительство Пожарского-Трубецкого, программное послание будущего государя боярам. Там интересная фраза была. Вот, «Коли вы присягнули, кавычки, то надобно стоять в крепости разума своего без всякого позывания, служить и примить, быть вам, русским людям, между собою в соединении и любви». Такая программа у царя. Ну, потом надо все-таки вспомнить, что детство у него было тяжелым. То он у тетки жил, то в осаде, то еще где-то, то в Кремле голодном. То все-таки он так с детства не роскошествовал. Это хорошо для царя. Понимаете? Хуже, когда государь с первого дня утром мажу бутерброд, сразу мысли как народ. И икра не лезет в рот. Но я добавлю, что икра тогда не деликатес. Икра заморская баклажанная – это небольшое преувеличение. Черная икра была на столе, конечно, но это закуска дешевая, чтобы не пропадала. Недорого стоило совсем. Я вспоминаю, вот у Марка Твена, по-моему, есть «Надо всем детям давать почитать». Есть такая замечательная повесть «Принц и нищий». Помните, как? Близнецы принц и нищий, ну или похожие двойняшки, поменялись местами. И как много узнал принц о жизни простого английского люда. Также и Романов. Романову не надо было меняться местами, он все-таки в детстве помнил эту голодную или, по крайней мере, полуголодную реальность. Ему нельзя отказать в инстинкте правителя. Первое, что он потребовал, и еще до приезда в Москву письменно, сразу, чтобы ему прислали из Кремля большую государеву печать. Чемоданчик. Где чемоданчик? Печать. А второе, что интересно, затребовал списки всех служилых людей. А работает-то с кем? Кто ему обязан службой, присягой? Вот это интересно. С самого начала, понимая, что власть слаба, надо опираться на людей, начинал править коллегиально. Никогда так часто не собирался собор земский, как при Романове, для обсуждения самых разных вопросов. Надо сказать, что царь на соборе с речами не выступал, так было не принято. От его имени зачитывал речи специальный дьяк по бумажке. Дальше депутаты обсуждали, принимали коллективное решение. Вот именно так были приняты решения об условиях заключения мира с Речью Посполитой, со Швецией. Также устанавливались новые налоги. Также решался вопрос о неоказании помощи казакам, захватившим Азов в свое время. Также решался вопрос о взятии под протекторат земель войска Запорожского. То, что мы называем сегодня воссоединением Украины с Россией. Ну, просто о расширении земель, принятие под себя запорожцев Богдана Хмельницкого, что, понятно, было чревато и обернулось войной с Речью Посполитой. Порядок работы земских соборов был такой. Значит, дьяк от имени царя озвучивал повестку, озвучивал какие-то тезисы царские. Дальше потом участники собора не толпой, а по куриям, как бы сейчас сказали, по рабочим группам, обсуждали повестку. Отдельно бояре, отдельно духовенство, отдельно служилые люди, дворянство, купечество, посадские. Курии письменно формулировали свою позицию. И потом это все сводилось воедино, и царю докладывали мнение всея земли. Вам может показаться это странным? Вот, например, в Англии король не заходил и не заходит никогда в парламент. Ему запрещено. Там другая история. Король английский пытался как-то арестовать несколько депутатов по обвинению в государственной измене. Депутатов не выдали, и из-за этого началась гражданская война. С той поры английский король, королева не входит в здание. Точнее говоря, в зал, где заседают депутаты. У нас может прийти президент. Бывает. По особо важным вопросам иногда. Обращение президента к Федеральному собранию – это когда депутатов в Кремль к президенту
и он вам озвучит, ну только сам, а не через дьяка, озвучит повестку на ближайший год, чем надо заниматься. Традиция. Самые интимные дела, местнические споры, кому где сидеть, на каких местах, на каких должностях. И земельные пожалования, это уже царь обсуждал в закрытом режиме, только с боярами, с Боярской думой. Дума маленькая была, там 10-15 человек. И с ближними боярами. То есть сейчас бы сказали, это совещание президента с членами правительства и руководством администрации. Или раньше это называлось совместное постановление Центрального комитета и правительства. Постановление ЦК и правительства. С ближним кругом. Милостивый царь, смягчились некоторые наказания. Освободил, например, от наказаний беременных женщин. Сначала она должна была родить ребенка, отдать няньке, только после этого подвергнуться какому-то наказанию. Неважно, телесному, либо ссылке, но только сначала родить. Большое милосердие по тем временам. Смягчил наказание фальшивомонетчикам. Раньше им заливали горло свинцом, так по-простому. А теперь просто заковывали в железо, ставили клеймо на щеке «вор» и отправляли куда-то в Сибирь. На внешнем фронте, очень коротко, продолжалась война с Польшей и Швецией, она не остановилась. Шведы к тому времени захватили часть Ленобласти, Старую Руссу, часть Новгородской области, современный сам Новгород, прилегающие земли, и даже попытались взять Псков. Но не смогли. Псковичи отбились, шведы согласились на переговоры. В результате был заключен мир со Швецией. И именно тогда Россия потеряла выход к Балтийскому морю. То, что потом будет отвоевывать Петр I. Вот все побережье Финского залива, старинные новгородские земли, были по итогам проигранной войны отданы шведам. Плюс еще мы заплатили контрибуцию. Контрибуция не очень большая. 20 тысяч рублей серебром. Но даже этой суммы царя не было. Поэтому деньги взяли в долг. У кого? У англичан межгосударственный кредит. Причем попросили у них с запасом, попросили 200 тысяч. Вот, англичане дали ровно в 10 раз меньше. Посол привез 20 тысяч. Сказал, очень большие деньги, я боялся, что меня по пути ограбят. Москва небезопасный город. Это сейчас Москва безопасный город. Тогда нет, 10% от запрошенного. Пришлось шведам отдать 20 тысяч, больше просто не было. Тем временем Речь Посполитая продолжала удерживать Смоленск и окрестности, а королевич Владислав даже организовал спустя несколько лет после воцарения Михаила большой поход на Москву, ведь он считал себя царем, а Романов самозванец. Кого там избрали? Я царь, меня приглашали на царство. Он искренне полагал, что это его законное, он имеет право на Москву со всеми землями. Плюс на помощь Владиславу коронной армии пришли запорожцы, поэтому объединенное войско, запорожцы, объединившись с польской армией, польско-литовской, во главе с гетманом Петром Сагайдачным. Это еще один национальный герой современной Украины. Вот последний корабль украинских ВМФ так и назывался, гетман Сагайдачный. Вот они дошли до Москвы с боями. Москва готовилась к осаде. В кратчайший срок был заново отстроен земляной город по Садовому кольцу нынешнему. Там земляные валы были высокие. Перед валами ров, мостки, а над валами еще деревянные стены. Заостренные бревна, такое серьезное укрепление. Вот эта деревянная стена была восстановлена по всему Садовому кольцу, и вот там были бои прямо у этих стен. 2 штурма отбили, один у Арбатских ворот, один у Тверских. Я не очень хорошо знаю географию старой Москвы того времени, но предполагаю, что это бои шли примерно в районе Арбатские ворота современной Смоленской площади, где МИД, представьте себе. А Тверские – это Маяковская. Вот здесь стояли польские войска спустя несколько лет после окончания смуты и воцарения Романовых. Слава богу, отбились, поляки зимовать были не готовы, наступили холода, поэтому заключили перемирие. Называлось Диулинское перемирие. Вот согласно этому перемирию Смоленск, все окрестности вплоть до Вязьмы, Чернигово-Северские земли и 30 довольно богатых городов. Все эти территории были отданы по перемирию Польши. Перемирие было заключено сроком на 14,5 лет. Таким образом, практически все приращения на западе Руси со времен Ивана III обнулялись. Ну а на северо-западе, как я вам сказал, по итогам проигранной войны шведам, тоже заключенного мира, мы потеряли выход к Балтийскому морю. При этом Владислав не отказался официально от претензий на московский престол. Это было перемирие. Он по-прежнему считал себя
царем московским, одевал корону московскую, специально изготовленную на официальных мероприятиях, и обещал, что накопит силы и вернет все это. По этому перемирию отпустили как раз наших заложников, пленных, в том числе и отца Михаила Романова Филарета. Ну, внутренний фронт тоже все было плохо. Казаки, банды, разорение. В отдельных районах половина сел и деревень была изведена под корень. То есть там не было ни единого жителя после смуты. Поэтому надо было как-то восстанавливать экономику. Тяжело было. Заново создавать армию. Чтобы была династия, надо иметь наследника. Без этого династии нет. Вопрос, кто будет невестой, супругой, это большая политическая история. Когда Михаилу исполнилось 20 лет, устроили ему смотрины, как положено, уже было по традиции, от Византии, от его прадеда Василия, смотрины. Выбрал он себе суженую. Это была дочь некого коломенского дворянина Мария Хлопова. Очень ему понравилось. Выбрал, смотрины закончились, невесту забрали наверх. Как тогда говорили, наверх это во дворец деревянный. Какие-то верхние этажи, женская половина. Начали ее готовить к свадьбе, но тут она заболела. Заболела животом. Что-то у нее там с желудком не то. Как считается, объелась сладких ядей. Сладкие яди – это не яд, это сладости. Сладости. Ей этими сладостями, видимо, обильно невесту почивали. Тогда сахар был в буквальном смысле на вес золота. Поэтому главные сладкие яди – это засахаренные в меду, в патоке, всякие фрукты. Вот, видимо, как-то переборщила она с этим. Ну, вроде болит и болит живот, ничего страшного. Михаил Федорович потребовал иноземных лекарей. Те сказали, расстройство желудка. От этого никто не умирал. Но потом пройдет, на потомство не скажется. Чадородию помехи не будет. Но появились интриганы. Там были такие временщики, братья Салтыковы. А братья Салтыковы поругались с родственником, с каким-то дядей этой невесты. Причем там смешная какая-то была ссора в оружейной палате из-за какой-то турецкой сабли. То ли они себе хотели эту саблю, а он у них отобрал, то ли там не так ее подержал. Все это очень запутано. Знаете, как Портос. Вы помните Портос и Д'Артаньян, да? Значит, из-за перевязи поспорили по поводу одежды. Вот из братья Салтыковы с дядей невесты поспорили в оружейной палате по поводу турецкой сабли, побежали жаловаться к маме, влиятельной инокине Марфе. Отца еще нет, отец в плену. И накрутили будущую свекровь против невестки. Мол, она не прочна. Ну, все, мать уперлась. Мало ли, что сыну понравилось, ничего. И всю семью Хлоповых отправили в Тобольск, в ссылку, любительницу сладости. Несколько лет Михаил бастовал и отказывался жениться. Требовал, чтобы ему вернули полюбившуюся ему Хлопову. Но мать была совершенно непреклонная. Нет, и все, выбирай себе другую. Вот что-то нашло на нее. Вернулся отец из плена. Прошло несколько лет. Провел расследование. Дело врачей. Выяснилось, что иноземные лекари были правы, все нормально. Ничего особенного там такого не было. Это все интриганы Салтыковы. Все раскрутили всю эту историю. Салтыковых прогнали, отправили куда-то в опалу. Говорят, давайте возвращать невесту. Мать говорит, нет, и все. Даже мужу, патриарху, не удалось ее переубедить. Причем. Вот. Нашла какая-то блажь на нее. В общем, 7 лет Михаил не мог забыть свою вот эту вот Машу Хлопову. В конце концов уговорили. Новые смотрины. Мать сама отобрала хорошую девушку. Княжну Долгорукову. Свадьба состоялась. Уже 28. Это уже совсем взрослый человек. Так поздно не женились никогда в московском государстве. 28 лет. Нужен потомок, наследник. Состоялась свадьба, все, пир, как положено. На другой день после свадьбы невеста заболела животом. Причем заболела так сильно, что спустя некоторое время умерла. Ну, судя по всему, ее просто отравили на свадьбе. Нехорошая была интрига. Снова надо выбирать невесту, жениться повторно. Устроили смотр. Ну, на этот раз Михаил не просто проявил волю, а состоялся такой киношный сюжет прямо в духе романтической комедии под названием «Подруга невесты». Вот столько невест на выбор,
А Михаил выбрал не из предложенных, а выбрал подругу одной из предложенных девушек. Некая Евдокия Стрешнева, причем бедная родственница. Сюжет с элементом Золушки. Просто бедная родственница. Ну, уже тут что с ним спорить? Мама согласилась. Дальше спецоперация. Чтобы предотвратить внезапную кончину, какое-нибудь отравление, какую-нибудь очередную болезнь животом, ее спрятали. Никому не говорили, что она выбрана царем. Объявили ее невестой за 3 дня до свадьбы. Раньше это за несколько месяцев могли сказать. За 3 дня не выпускали никуда из женской части терема. Более того, свадьбу, бракосочетание сделали узким кругом, не огромный пир. Практически по-семейному. Каждого гостя лично утверждал царь. Как было написано, без учета мест. То есть не по должности, а вот просто друзей семьи и ближайших родственников. В конце концов, она не просто, слава богу, выжила, родила детей. Отношения со свекровью были хорошие, судя по всему, потому что свекровь уже в возрасте. Она очень полюбила внучек. У нее была любимая внучка Ирина, и она с этой Ириной, как писали тогда, многие часы баловала ее у себя в избушке, играла. Избушка – это был такой огромный резной терем, такой невероятной высоты, прямо небоскреб, 6 этажей или 7. Вот это был терем, назывался избушка, видимо, иронично. Инокини Марфы, где жила царица, вот она там с внучками проводила время. Вообще в законном браке у Михаила Федоровича было 10 детей. Ну, выжило взрослого возраста, достигли 4. 3 сестры, как у Чехова, Ира, Анна и Татьяна, и 1 сын. Сын Алексей Михайлович, будущий тишайший отец Петра I. Несколько слов о хобби Михаила Федоровича, чтобы мы понимали, что это был за человек. Он был страстным охотником, как и все последующие Романовы. Царский лов, это называлось, это было специально организованное большое охотничье мероприятие. Чтобы вы понимали масштабы, в 1632 году царь издал указ, согласно которому ежегодному царскому лову ежегодно доставлялось 100 новых соколов. Можете представить, сколько там было всего? Там лошадей, псов охотничьих, гончих. Соколов только 100. Говорят, соколы были страшные, некоторые были обучены специально нападать на людей, выклевывать глаза. В общем, много на эту тему легенд разных. Любил Михаил Федорович любоваться, тоже одна такая забава, популярная в 17 веке, это поединок человека с медведем. Для этих целей ко двору доставляли диких медведей, сажали их в зверинец. Смысл потехи был не в том, чтобы взять рогатину и сразу расправиться с медведем. Нет. Смысл потехи был, чтобы сначала с медведем побороться. Медведь должен порвать на тебе одежду. Если так получалось, что он все твои кафтаны, которые ты на себя нацепил, разорвет, а ты его потом ножом каким-то уложил, то есть медведь тебя драл, то это хорошая потеха. А если просто так медведя убил, то это плохая потеха. За это мало денег платили охотникам. Но, видимо, кто-то хотел в глазах царя показать свою удаль, побороться с медведем. Любил царь и пострелять. Как бы сейчас сказали, был охоч до этой стендовой стрельбы. Знаете, когда тарелочки летают? Раньше тарелочек не было, поэтому бросали шапки. И царь стрелял на лету в шапку. Если попадал, и шапка пробивалась, тогда за шапку платили. Очень щедро. Поэтому многие хотели так как-то, чтобы царь попортил им шапку. Ну вот из его всяких диковинок, которые он очень любил собирать, есть список покупок казенных по заказу Михаила Федоровича. Некоторые довольно любопытные. Брусок с кляной, во что смотреться. Это какой-то, видимо, стеклянный куб. Не знаю, специальный, во что смотреться. Дальше трубочка. А что дальше в нее смотря, видится близко. Подзорная труба. Очки хрустальные. С одной стороны граненые, что в них смотря, много кажется. То есть, судя по всему, было плохое зрение у Михаила Федоровича. Бочечка костяная, точеная, в ней лунное течение да часы солнечные. Склянка кругла, в ней под стеклом мужик с жонкой. Интересно.
Ящик, в нем под стеклом жена с младенцем. Ну, это поприличнее. Очень любил восковые фигурки, собирал людей, животных. Но главной страстью Михаила Федоровича были часы. Во всех многочисленных комнатах царских теремов, во всех комнатах дворца были часы самые разные. При нем заменились часы на более современные на Спасской башне. Кстати, часы на Спасской башне делали русские мастера, не иностранные. Это были вообще особенные часы. Дело в том, что в России того времени время считали по-другому, не так, как в Европе. Иностранные часы у нас вообще спроса не находили. Русские часы до Петра сутки начинались не в полночь, а делились на дневную часть и ночную. В минуту восхода солнца на русских часах бился первый час дня. А при закате, соответственно, первый час ночи. То есть было дневное время и ночное. Соответственно, два циферблата. Я не покажу это вам на пальцах, это вы можете посмотреть в интернете, в книгах. Два циферблата, один относительно другого, вращались. При этом продолжительность дня все время менялась, каждые 2 недели. Часы перенастраивались. Например, в начале года, год начинался 1 сентября, как мы помним, Иван III взял эту византийскую традицию, и при нем Новый год формально стал 1 сентября. Вот в начале сентября было 12 часов дня и 12 часов ночи. А уже с 24 сентября день сокращался. 11 часов дня, 13 часов ночи. Потом с октября 10 часов дня, 14 часов ночи и так далее. А потом в обратную сторону. Как писал шведский дипломат Петр Петрий, кавычки, надо также заметить, что русские считают часы и ставят стрелку не так, как водится у нас, а начинают считать с утра, когда станет всходить солнышко, и считают часы до самого его заката. Как только пройдет час времени после солнечного восхода, правильно, после солнечного восхода, колокол бьет 1 раз. Потом, когда солнышко поднимется на 2 часа над землей, колокол бьет 2 раза. Так продолжается до солнечного заката, наступления ночи. С этого захождения солнца он опять считает часы до его восхождения и рассвета. То есть, если мы сегодня с вами говорим на 2 часу, то это вот с тех времен. 1 раз ударил, и пошел 2 час. На 3 часу ждем 3-го удара. В общем, время шло тогда неспешно, не торопясь, по-другому. Минутных стрелок не было. Минутные стрелки появятся примерно в самом конце 17 века в Европе, а массовое распространение уже в 18 веке. Секундная стрелка появится массово вообще в 19 веке, ее только в 18 изобретут, никому она будет не нужна, и непонятно зачем. К чему эти минуты, секунды? Зачем? Стресс был, конечно, но другой стресс, не такой, как у нас сегодня. Страна успокаивалась. Писал советский историк Кобрин: Романовы устроили всех. Таково свойство посредственности. Для консолидации страны, восстановления общественного согласия страна нуждалась не в ярких личностях, а в людях, способных спокойно и настойчиво вести консервативную политику. Здоровый консерватизм правительства первых Романовых дал возможность постепенно восстановить экономику, государственную власть и с некоторыми потерями – Смоленск, побережье Финского залива и так далее – государственную территорию. Издержки успокоения были велики. Наступала стабильная, но чисто традиционная жизнь. Почти на целый век оказалась отложенной модернизация страны. Тут я не соглашусь с советским историком Кобриным, потому что, что значит издержки успокоения? Это нам сегодня кажется. Хорошо, когда реформы Петр закрутил. А мы бы хотели жить в это время, когда закрутил? Или, может, спокойнее было при спокойном, милостивом Михаиле Федоровиче, который вообще первые годы ни одного приговора, никого не казнил, не ссылал. Потом тоже со временем начались какие-то наказания. Как людям жилось простым? Вот в чем вопрос. И все-таки за эти годы, опять же, критиковать легко. Мы всегда сильны задним умом и знаем, как лучше было руководить спустя 300 лет. Но были ведь заложены какие-то основы модернизации. Появилась новая армия, полки нового строя. Восстановилось хозяйство постепенно. И вот об этом всем мы поговорим давайте с вами в второй половине царствования Михаила Романова,
Поговорим о Смоленской войне, которую мы все забыли совсем. Была Ливонская война, война 12-го года, Великая Отечественная, Германская, а была Смоленская война. Большая. Поговорим о международном контексте. Очень важно понимать, что было в мире в это время, когда у нас Михаил Романов. Кто у нас из царей, так, для затравки, почти год в год совпадает по сроку царствования с Михаилом Романовым. Там плюс год, минус год. Олег Табаков, Людовик XIII, Д'Артаньян и три мушкетера. Вот то же самое время абсолютно. И кардинал Ришелье. Прежде чем начать говорить о второй половине царствования Михаила Романова, мы, наверное, сделаем небольшое погружение в контекст. Историческая история наша преподается не очень правильно. Отдельная история России, даже в учебниках так. Отдельно всемирная история. Ну, в школах так бывает. 3/4 истории России, 1/4 всемирная история. Так повелось у нас со стародавних времен. Вообще-то изначально это преимущество нашей системы образования, потому что во многих странах, как мы знаем с вами, всемирную историю вообще не преподают. Я много общался с студентами американскими. Они неплохо знают в определенных университетах свою историю национальную, даже хорошо ее знают, гораздо лучше, чем мы, естественно. Их страна. Но все, что за границами Соединенных Штатов, это просто табула раса. Это неизвестная земля. Где, что, это никого не интересует. Во многих странах примерно то же самое. У нас так сложилось со времен еще классических гимназий. Много внимания уделяли древней истории, потом истории, соответственно, всего окружающего мира, европейской истории. Вообще преподавание истории было, как говорят ученые, европоцентрично. Очень много про Европу, гораздо меньше про Америку, Азию, нисколько про Африку. Но это не очень правильно, потому что когда мы преподаем, даже хорошо преподаем историю России, будучи вырваны из контекста мирового развития, мировых исторических процессов, мы получаем довольно превратное впечатление о том, не просто что происходило, а почему происходило, и как это соотносилось с тем, что было вокруг. Это порождает массу вообще неправильных оценок. Поэтому мораль – вещь относительная. Чтобы лучше представлять мораль и вообще исторические процессы, надо, конечно, говорить о том, что в это же время происходило, хотя бы в европейских основных странах, просто для полноты картинки. Итак, Михаил Романов, он у нас родился в 1596 году, прожил жизнь недолгую, 49 лет, примерно до середины 17 века, но на троне находился долго, потому что взошел на трон 16-летним юноше, соответственно, больше 30 лет на троне. Что в это время было в Европах? В Европах, как у Пикуля говорит Елизавета Петровна. Я имел довольно долгий опыт преподавания МГИМО, от аспиранта и дальше до доцента-профессора. И вот я спрашиваю своих студентов, хороших студентов, 3 мушкетера назовите, основных героев того времени. И они начинают сразу сыпать. Ришелье, Людовик XIII, Анна Австрийская, кино смотрели многие. Герцог Бекингем. Хорошо, а что в это время было у нас? Фамилии, пароли, явки. То есть не соотносятся никак исторические процессы у нас и в мире. Вопрос на самом деле с подвохом, но они и без подвоха не могли ответить на него. Подвохом, потому что на самом деле события, описываемые у Дюма, и жизнь настоящих мушкетеров, прототипов Дюма, расходятся во времени почти на поколение. Об этом чуть позже. Итак, что в Европах в это время? Начнем с погоды. В Европе в это время малый ледниковый период. Очень холодно. Поэтому меха – это не роскошь, а средство выживания. Очень выгодно продавать от нас меха. Холодно настолько, что замерзает Темза, замерзают каждую зиму каналы в Амстердаме. И, как мы помним с вами, Петр I кататься на коньках моду привез из Голландии. Последний раз каналы в Амстердаме, по-моему, замерзали лет 150-200 назад на полчаса. И сразу все потаяло. Тогда холодно. Но поэтому дров нет. Дрова в дефиците. Все в печку, в топку.
на всякое баловство, типа воду подогреть, чтобы помыться, дров просто нет, это дорого. Дальше. Болезни, здоровье. Ну, чума, это все-таки немного пораньше прокатилось по Европе. Там много чего было страшного в XVI веке, когда у нас буйствовал ковид. Я любил рассказывать студентам про... Такая была болезнь в первой половине XVI века в Европе, описанная подробно хронографами, называлась sweating fever, потовая лихорадка. Или английская лихорадка. Она была не только в Англии, но в Англии особо буйствовала. Несколько было волн эпидемии, и наиболее подробно она в Англии описана. Представьте себе, возьмем какого-нибудь хорошо питающегося и достойного, цивилизованного человека, прогрессивного, не чуждого достижений медицины того времени, соблюдающего гигиену, живущего в Лондоне, ну, например, сэра Томаса Кромвеля, канцлера Англии, второго человека после Генриха VIII. Очень прогрессивный человек, весьма прогрессивных взглядов. Жена плохо себя чувствует. Он ее оставляет в спальне. Ведь раньше болезни такие очень зримые, то есть язвы, фурункулы. Ну, представляете, что такое бубонная чума, черная оспа. А тут ничего, ну, температура, лихорадка, потеет, жалуется на недомогание. Он уходит утром на работу, и когда возвращается к вечеру, ну, телефонов же не было, а он где-то мотался по объектам. Возвращается, а жена умерла, и дети умерли, и половина слуха умерла. Болезнь была следующая. Первые симптомы обычно проявлялись с утра. Усиленная потливость и лихорадка. Знобит, ломит суставы. Все. Продолжалось это несколько часов. А чем лечили? Обильное питье давали. Чай, травы, мед. Простуда сильная, непонятно какая. Он засыпал и не просыпался. Все. От первых признаков до смерти несколько часов. Эта болезнь возвращалась в Лондон несколько раз, не щадила никого. А причем сам Томас Кромвель не заболел. Генрих VIII случайно стал королем, потому что умер старший брат-наследник, принц Уэльский, от этой лихорадки. Никого не щадило. Как только начиналась болезнь, сразу из Лондона, из крупных городов европейских, просто все бежали куда-то на природу. Это был единственный способ спастись. Если в доме умершие, значит, вход заколачивался, мелом и краской белый крест на двери, ну и там через окошко еду подавали. Вот весь карантин. Все. Смертность 99%. Болезнь эта прекратилась в середине XVI века, исчезла так же неизвестно, как и появилась. Просто нет и все. Очень много усилий было приложено в попытках выяснить происхождение. Из-за чего? Не из-за чего. До сих пор мы не знаем. Как пишут ученые, недостаточность материалов ДНК для анализа. Причина неизвестна. Вот это обычная европейская рутина. Ну, а помимо этого, там, проказа, жуткое количество лепрозориев, мы даже представить себе не можем, сотни по всей Европе. И прочее, прочее, прочее. Периодически чума возвращается, спутник болезни. Во Франции голод, самая богатая страна Европы, голод каждые 10 лет, общенациональная. Грязь. Бороться с грязью как раз начинают во времена нашего Михаила Федоровича Романова. Это первые попытки, даже разного рода распоряжения властей о борьбе с грязью. Довольно оригинально, например, в Берлине уличные старосты получили приказ. Каждому, кто выбросит ссор из дворов и стойл на улицу, ну, обычно из окна выбрасывали, забросить этот мусор обратно в дом. Недавно совсем появились вилки. Помним, с вами шел же Дмитрий I, неудачливый самозванец. Чем больше всего фраппировал старую московскую консервативную общественность? Тем, что не мылся в бане, не ходил, и ел с вилкой. Вилка тогда – это вот большая редкость, даже по европейским меркам. Поэтому только-только появились. Такая забавная диковинка. Одежда довольно интересно. Вот у нас одевались кто что может себе позволить. И поэтому какой-нибудь дворцовый слуга вполне мог разодеться как боярин, в меха, в шапку. И ничего ему за это не было. В Европе совсем по-другому. Там одежда зависела от места в обществе. И даже самому богатому простолюдину запрещалось одеваться так, как одевается дворянин. Мылись, как я уже объяснил, по объективным причинам. Не часто, в лучшем случае несколько раз в году. Под это подводилась не экономическая, идеологическая база, что мыться греховно.
Поэтому английская поговорка того времени гласила, как знаете, завтрак съешь сам, обед подели с другом. У них была такая: руки мой часто, ноги иногда, голову никогда. Правда, считается, что вот во времена нашего Михаила Федоровича начали чаще менять белье нижнее. Раньше абсолютно нормально было, когда дворянин ходил в рубахе год. Раз в год он стирал или просто менял на новую. А тут появляются кружева, манжеты и воротники. Смысл в чем? Во-первых, показать, что они относительно белые, то есть чистые. А во-вторых, все-таки это стоит больших денег, поэтому это свидетельство социального статуса и некоторого элемента чистоплотности. Что там дальше под камзолом не видно, но воротничок более-менее ничего. Далее, европейцы, при всем при этом, конечно, проявляют чудеса пассионарности и предприимчивости, исследуют весь мир. Это эпоха великих географических открытий, путешествий по морям и океанам. Португальцы находят путь в Индию и секретят его. Англичане и голландцы долгое время пытаются этот секрет разгадать, найти более короткий, более экономически выгодный путь. У нас будет скоро отмечаться, через несколько лет, дата 500 лет Северному морскому пути. Понимаем, да? Северный морской путь – это из Архангельска, Мурманска в Японию и Китай. Вдоль северного побережья нашего. Почему 500 лет? Потому что где-то в 1520-х годах, то есть примерно 500 лет назад, наш посланник в Риме, царя Василия III, отца Ивана Грозного, высказал там при дворе идею и всячески ее разрекламировал, что надо дружить с Россией, поскольку это возможность короткого пути в Индию через север. И вот эта дата этого публичного высказывания считается рождением идеи Северного морского пути, как пройти через Северный Ледовитый океан. Кто потом только не пробовал этот путь освоить разными дорогами, включая нашего Ломоносова, Баренцево море. Это голландец Вильям Баренц, который совершал 3 экспедиции на деньги голландских компаний, пытаясь с севера найти дорогу в Индию. Сам он во время зимовки где-то у нас в районе Новой Земли замерз и умер. А спутников его нашли наши рыбаки, поморы, откачали, ну и помогли им потом вернуться домой. Такие были папанинцы XVI века. К середине примерно XVII века стало понятно, что все удобные пути в Индию все-таки лежат через юг. Они найдены, эпоха великих географических открытий закончилась, Земля круглая. Довольно точно рассчитали все расстояния, пропорции. По большому счету, это новый мир открылся перед людьми, совершенно невиданный. И так постепенно в умах европейцев наука стала побеждать религию, что имеет, конечно, свои колоссальные плюсы, но и определенные минусы. Создаются большие компании в Европе торговые. Британская Ост-Индская, то есть восточно-индийская компания, начинает потихоньку вытеснять португальцев из Индии. Там же португальские фактории, они первые там обосновались. Это вытеснение шло несколько столетий. И до сих пор в Индии есть один популярный штат, где там есть надписи на португальском, и большинство населения католики. Штат довольно известный – Гаа. Это вот последний из крупных португальских факторий, за которые португальцы держались. Конкурируют англичане с голландцами. У голландцев тоже есть свои индийские компании. Голландцы в это же время примерно у нас Михаил Федорович, а голландцы основывают городишко, купив землю за $20, как написано в интернете, хотя долларов никаких не было тогда. Я думаю, что просто за пригоршню каких-то красивых стеклярусов. В небольшой лесистый островок основывает город Новый Амстердам. Как называется этот город сегодня? Нью-Йорк. Это сделала голландская Вест-Индийская компания, то есть западноиндийская. Америку называли Вест-Индией. Уже позже англичане захватят Новый Амстердам, уже при Алексее Михайловиче, и переименуют его в Новый Йорк. Примерно в это же время у нас молодой Михаил Федорович. Англичане основывают первые колонии свои, 2 самых известных. Вирджиния в честь королевы-девственницы, Virgin. И вторая известная колония Новый Плимут, это штат Массачусетс, но это все примерно. Новая Англия, туда плывет корабль с пуританами английскими, этот Mayflower знаменитый. Во всех американских сувенирных магазинах всегда есть
какая-нибудь тарелочка или макетик с изображением Мэйфлауэра. Корабль Мэйфлауэр – это первые, хотя они не первые на самом деле, но наиболее раскрученные поселенцы. Рабочих рук не хватало, и как грабовали людей, но денег не было. С ними заключали договор о том, что они становились сервентами, то есть временными рабами. Красиво это оформлялось. Их перевозили, кормили за свой счет, а дальше они должны были несколько лет отработать перевозчика. Ну, обычно 7 лет. После этого получал права полноценного колониста. Все равно не хватало рабочих рук, поэтому тогда же начинается активный завоз африканских рабов. Процветать эта торговля будет уже позже, при нашем Алексее Михайловиче. Но началась тогда. Кстати сказать, чем отличалась работорговля британская от испанской в Латинской Америке? Британцы были люди очень веротерпимые. Какая там разница? Главное, чтобы деньги зарабатывать. А испанцы и португальцы, они вот такие католики, все-таки более упертые. Поэтому, если завезенный раб хорошо работал в Латинской Америке, учил язык, мог там прочитать 10 молитв, знал основы веры и принимал католическую версию христианства, то его отпускали на свободу. Англичане такой ерундой не занимались, поэтому ты хоть 33 раза стань христианином, никто тебя на свободу не отпускал. В это же время примерно началось освоение Канады. Там первую скрипку играли французы. Вообще Канада, она нам чем известна? То, что это не только хоккей, красота неописуемая, огромные природные богатства, но Канада – это и ценный мех. В Канаде, как и у нас, добывали пушного зверя. И в этом был смысл канадской колонизации. Французы основывают Квебек, французская Канада, расширяются, получают контроль над огромными территориями. Потом французы проникают точно так же на территорию современных Соединенных Штатов. И в честь короля Людовика получается гигантская территория Луизианы. Это не штат Луизиана, это огромная территория. Несколько американских штатов вокруг реки Миссисипи. Французов было мало в Америке, но территории они контролировали огромные. И до сих пор историки спорят, почему у них так получалось. И знаете, к чему склоняются? Они меньше ссорились с индейцами. Как-то французы лучше договаривались, более компромиссными, менее кровожадными, менее надменными. У британцев с этим получалось хуже. Почитайте Фенемора Купера. Там эти гуроны, они за французов горой стоят. А магикане за англичан. Поэтому магикан там и не остался. Самое главное, ключевое событие эпохи Михаила Федоровича в Европе – это 30-летняя война. Главная война первой половины XVII века. Началась она в Германии, религиозные конфликты между католиками, протестантами, разными германскими княжествами, графствами. Но потом втянулись все. Франция, Габсбурги, Испания, Голландия, Англия. Воевали все. Уже про вопросы веры давно забыли, хотя формально считалась война религиозная. Швеция, все воевали. Воевали за интересы, естественно, за деньги, за территории. Длилась эта война с 1618 по 1948 год, почти весь период царствования Михаила Федоровича. В ходе войны, что для нас важно, почему я об этом рассказываю, вперед вырвался кто? Шведы. Шведы, которых там никто всерьез не воспринимал. Уже все про викингов забыли давно. Шведы обнаружились хорошими военными, очень организованными людьми. Плюс хорошая промышленность. В Швеции большие запасы железной руды, из которой делали оружие. Шведский палаш времен 30-летней войны. Долгое время они были на вооружении шведской армии, вплоть до Петра I. Под Полтавой примерно шведская кавалерия с такими же была палашами. Валлонский эфес, так называемый. Мушкет. Там же мушкетеры в это время во Франции. Шведы вооружили этими же мушкетами 1000 своих воинов и поменяли полностью тактику военную. То есть, если раньше строились квадратами, каре, какими-то закрытыми построениями, чтобы защититься от кавалерии, то шведы стали выстраивать в линию, и сразу залп из сотен мушкетов, а потом в 2 линии, в 3 линии по науке. И это полностью поменяло вообще ситуацию на поле боя. Новая тактика, новое воинское искусство. Кавалерия тоже стала вооружаться вот такими вот карабинами. Ну, примерно как мушкет, принцип такой же, ствол короче, чтобы стрелять, не спешиваясь с коня. Ну, все равно там не очень высокая прицельная дальность, но лучше, чем у пистолета. Поэтому всадники вооружены карабинами. Плюс всадники времен 30-летней войны и наших войн Михаила Федоровича примерно выглядят таким вот образом. Это кирасир. Обращаю ваше внимание, на кираса 2 части имеет. Переднюю и заднюю. Сдеваются с 2 сторон.
скрепляется ремнями, стягивается, очень прочно. Под кирасой плотная одежда, сейчас бы сказали ватник, но это не ватник, камзол, это плотный. Калет называли его иногда. Она мягкая. Одевается кираса, затягивается ремнями, защищает от ударов холодного оружия хорошо, от огнестрельного не очень пробивает. Поэтому стали делать вот такие вот выпуклости спереди, видите, вот такие как бы ребра, чтобы соскальзывал выстрел. А в мастерской кирасы испробовали, то есть с расстояния там, 20 метров и стреляли. Вот видите, это не в бою получено, это мастер. Это знак качества. Не пробила пуля с карабина, либо из пистолета. Шлем. Очень отдаленно уже стал напоминать наш богатырский шлем, потому что никто уже сверху особо не рубит тебя мечом. Тут главное защититься от осколков, от пуль, скользящих выстрелов, либо от каких-то косых сабельных ударов, поэтому он закрыт со всех сторон. Переносицу защищает такая штука, сверху козырек, уши защищены, что очень важно. И сзади называется лобстер. Защищает шею до самого конца. Серьезная вещь. Причем, обратите внимание, как классно сделано. То есть уши, ну, чуть ли тут не с дырочками, чтобы вентиляция слышно было хорошо. Вот мобильный можно подносить. Внутри все очень мягкое. Кожа, ткани, максимальная амортизация. У нас назывался такой шлем шишак. В Европе по-разному. Но принцип одинаковый. Кстати, если вы обратите внимание, каноническое изображение Минина и Пожарского, они так вверх смотрят оба. Вот там Пожарский именно в таком шлеме, в шишаке, да? Дорогая вещь. Но потом со временем именно так стали защищать, такое было защитное мундирование всех наших кирасир и пехотинцев полков нового строя. Создаются при нашем Михаиле Федоровиче, где солдаты все наши, а офицеры иноземцы и учат, как воевать по-новому. По германской и по шведской методике, с мушкетами, залповым огнем. Их много было полков нового строя. Это не Петр придумал все. Вот они все были одеты таким образом. Причем у нас, например, были даже полки, самые модные, где и кираса, и шлем чернились. И камзол под ними был черный. Знаете, какая красота. Выходили все в черном. Красиво и устрашающе. Это сумочка-ледунка. Известна она много столетий, в разных вариациях была в наших армиях, тоже появилась при Михаиле Федоровиче в полках нового строя. В ней сложены заранее изготовленные патроны в бумаге. Внутри она либо металлическая, жестяная, сверху кожа, либо какая-то материя плотная. Патроны делались заранее, это как конфета, батончик. С двух сторон завернуты. В нем пуля круглая и порох. Надкусываешь с одной стороны, засыпаешь в ружье порох, а пулю вместе с этой промасленной, непромокающей бумагой специально, непромокающей, чтобы не намок порох, не дай бог, там, даже в сумочке, заталкиваешь уже в ружье. И получается, что эта бумага, она как бы и пыш одновременно. Именно поэтому в армию долгое время не брали рекрутов у нас без передних зубов. Почему? Откусить надо, быстро откусить. И так процесс долгий, а пока там будешь ковыряться, значит, тебя уже и прибьют. Вот так вот вооружалась и европейская армия, и наша во времена Михаила Федоровича, и во время 30-летней войны. Во Франции. Переходим к интересному романтическому. Это эпоха героев Александра Дюма. Причем с реальными прототипами. Помним с вами, когда у нас Иван Грозный, у них религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Католики режут гугенотов, гугеноты католиков. Где-то на рубеже 16-17 века во Франции наконец-то примирились, разобрались. Ну и с последними гугенотами мятежными разобрался уже Ришелье. Ля-Рошель, крепость, помните, да, при английской поддержке. Вот там мушкетеры штурмуют Ля-Рошель, совершают подвиги, завтракают на бастионе. И в нашем фильме еще и поют в это время. Людовик XIII, король Франции, правит почти с точностью до пары лет плюс-минус. Те же 30 лет, что и наш Михаил Романов. Олег Табаков в кино «Людовик XIII» – это современник Михаила Романова. Похожая государственная система. У них тоже правительство. У нас премьер Иван Черкасский, друг детства Михаила Романова, я вам рассказывал, с которым он бегал там у тетки. По сути, у нас соправитель еще Филарет, отец. Ну, а премьер, глава правительства, князь Иван Черкасский. А у них кто премьер-министр и соправитель? Кардинал Ришелье. У нас
соборы, Совет всея земли во Франции по аналогичному принципу Генеральные Штаты. То есть не постоянный парламент, собирающийся время от времени под решение конкретных задач из представителей разных сословий свободных людей. Дворянство, духовенство и третье сословие. Все остальные вместе взятые. Разница заключается в чем? У нас при Михаиле Федоровиче Романове земские соборы собираются постоянно для любых сложных и непопулярных решений. Царь советуется со всея землей. А у них Генеральные Штаты не собираются при Ришелье, считайте, никогда. Потому что там твердой рукой правит Ришелье и никакой демократии. Поэтому Ришелье и не любили. Не советовался он с народом, с товарищами. Дворяне не любили его. Дуэли запрещал. Я вам обещал рассказать о разнице в литературных и настоящих мушкетерах. У всех мушкетеров есть свои прототипы. Но есть нюансы. Во-первых, мушкетеры у Дюма действуют... Вот они штурмуют Ля-Рошель. Это 1620-е годы. И активно живут, интересно, участвуют во всех интригах. Примерно во времена нашего молодого первого периода царствования Михаила Романова. Настоящие же мушкетеры, Атос, Портос, Арамис, вполне вероятно, были знакомы, поскольку они все были мушкетерами в Ротике до Тревиля. Но они жили на 20 лет позже. И застали только последние годы жизни Михаила Романова, 1640-е. А во времена Ля-Рошеля они никак не могли участвовать в войнах с гугенотами, потому что они, октябрятами еще по возрасту были в это время. И с герцогом Бекингемом они никак не могли пересекаться, потому что герцог Бекингем им в отцы годился. Герцог Бекингем – это совсем молодой Миша Романов, это раньше было, на 20 лет. Совсем им не ровесник. Миледи тоже историческая фигура, как считают многие исследователи. Но она в мамы годилась Атосу. И, кстати, из 4 мушкетеров кто самый старший? Атос самый старший в кино и в романе. Д'Артаньян. Он старше всех остальных. Они жили интересную боевую жизнь. Кто-то погиб на войне из мушкетеров, кто-то уже выйдя в отставку. Самым поистине богатырским телосложением и здоровьем обладал Портос. Он прожил почти 100 лет. И умер во времена нашей Полтавы. Представляете? То есть, быть более точным, 95 лет. То есть, пьянство и чревоугодие не всегда приводит к ранней смерти. По-разному бывает. В Англии там как раз вот-вот разразится гражданская война. Атос, как мы помним, сидел у Карла во время казни под эшафотом. Давайте о хорошем. Во времена нашего героя в Голландии стали невероятно популярны тюльпаны. Каких только цветов их не разводили. Коричневые, черные, желтые, лиловые, красные, естественно. Всех возможных оттенков. Тюльпанная лихорадка. Стоили они безумные деньги. Продавались по луковице на бирже. За несколько луковиц можно было купить дом в Амстердаме. Цена все время взлетала, биржевая, на тюльпаны. Длилось это непродолжительное время. Это просто МММ 17 века. Потом, как всегда бывает, рухнуло и выяснилось, что тюльпаны стоят ровно столько, сколько стоят луковицы любых цветов, сколько стоят саженцы розы или чего бы то ни было угодно. И все. Все это моментально закончилось. Разорились тысячи голландцев, особенно средний класс, конечно. Потеряли дома, имущество, земли. Все вкладывали в приобретение тюльпанов, которые одномоментно перестали стоить вообще, что бы то ни было. Стали стоить просто как обычные цветы. Великая депрессия экономическая 17 века. У них 30-летняя война. Погрузились в контекст, да? Поняли? У нас Смоленская война. Смоленская война – центральное внешнеполитическое событие эпохи царствования Михаила Федоровича. У нас были войны Потемкинская, Румянцевская, 812-го Отечественная, Кавказская, Крымская, Великая Отечественная, Германская, и прочее, прочее. А вот про Смоленскую мы забыли. Смоленскую войну надо описывать в контексте смуты, потому что, по сути, это продолжение смуты. Давайте по порядку. Я вчера вам рассказывал, что с поляками подписали не мир, а перемирие. Диулинское перемирие на странный такой отрезок времени 14,5 лет. Владислав не отказался от претензий на корону.
Более того, корона-то у него была московская. И он ее одевал на всех официальных мероприятиях, титуловался как царь московский. Кстати сказать, я вот сам не видел, но говорят, у нас в оружейной палате находится какой-то невероятный, единственный в мире уникальный сапфир из этой короны. Корону, судя по всему, потом поляки переплавили, а вот сапфир вынули, и он оказался у нас. Сходите в оружейную палату, посмотрите. Когда умер отец Сигизмунд, то поляк Владислав должен был наследовать трон Речи Посполитой. Ну, поляк он относительно. Сигизмунд был этнически шведом, а мать у него была, по-моему, немка из Австрии. Ну, вот, а он поляк. Ну, в общем, Владислав, шведско-немецкий поляк, заявил, что пошел забирать свое. У них наступил сначала период так называемого бескоролевья, потому что там не автоматически наследуется престол, как у нас, а должна быть определенная элекционная система. Подтвердить права короля должна шляхта. И наши решили воспользоваться этим безвластием временным, междуцарствием, и нанести упреждающий удар, превентивную войну. Перемирие заканчивается буквально через год. Что там ждать? Если драка неизбежна, бей первым. Поэтому решили, воспользовавшись моментом, атаковать. Быстро-быстро собрали армию, но небольшую, всего около 20 тысяч. Назначили 2 военачальников. Дмитрия Пожарского, прославленного героя, и 2-го прославленного героя обороны Смоленска, еще той времен Смуты, Михаила Шейна. Михаилу Шейну к этому моменту, как и Пожарскому, уже под 60. Дмитрий Пожарский заболел, его в последнюю минуту поменяли. Другого дали 2-го командира. И вот с этой армией главным идеологом этой войны, главным ястребом выступал отец Михаила Романова, патриарх Филарет. Видимо, он там насиделся в польском плену, натерпелся, и поляков терпеть не мог, поэтому он жестко стоял за то, что надо нападать. Армия с благословением патриарха двинулась на Смоленск. По пути довольно легко, почти без боя, занимали города, села, поляки отступали. И, в конце концов, все польские силы сконцентрировались в Смоленске. Очень легкий поход был на первом этапе. Михаил Шейн, который за 20 лет до этого сам в Смоленске держал 2 года оборону, осадил Смоленск. Ну, вот тут о самом Михаиле Шейне давайте я расскажу вам чуть-чуть поподробнее, потому что это вот удивительная личность в нашей истории 17 века, полузабытая, и взлет, и падение которого оказались связаны со Смоленском. Точной даты рождения мы его не знаем. Где-то 70-е годы 16 века, ну, то есть где-то ему было под 60 во время описываемых событий. Отец, дворянин, военный, погиб в Ливонскую войну, сам Михаил Шейн. Всю жизнь воевал, служил, ну и в конце концов оказался при Шуйском воеводой с высоким чином окольничего. В Смоленске он оказался уже боярином, еще на одну ступеньку. Давайте я вам тут сделаю небольшое отступление, потому что, опять же, без этого мы 17 век не поймем с вами. Табель о рангах, конечно, придумал Петр. И красиво там все расписал по табличкам. Но чуть более запутанная, менее формализованная, но понятная современникам система рангов званий существовала и раньше в московском государстве. Это были так называемые чины государева двора. Государев двор – это совокупность органов власти и госуправления, включая охрану царя и все его обеспечение. В эпоху после смуты и смуты структура этих чинов была такая. 2 части, как бы высшая лига и первая лига. Это думные чины государева двора. Самая старшая – бояре. Дальше 2-е место – окольничьи. Потом шли думные дворяне, думные дьяки, дворецкие, казначеи, кравчие, постельничьи, есельничьи, ловчие, сокольничьи – это все чины двора. Соответственно, окольничьи, Михаил Шейн, вот он на 2-м месте. 2-й чин по важности. 2-я группа по статусу – это московские чины.
Старший чин – стольник, дальше стряпчие, большие дворяне, дьяки, жильцы, выборные дворяне и прочее, прочее, прочее. Такая была лестница определенная. Перемещение с одной должности на другую могло сопровождаться и сопровождалось часто изменением чина. Михаил Шейн дослужился до высшего чина, до боярина. Когда войска Сигизмунда в смуту в 1609 году осадили Смоленск, обладая огромным преимуществом численным, за организацию обороны отвечал воевода Михаил Шейн. Оборона длилась 2 года. Голод, интриги, подкопы, штурмы, партизанская война. Одна из самых длительных осад, оборон в нашей истории. Почти 2 года. Вот у меня есть книжка «Стена». Конечно, она художественная, художественно-приключенческая, но там довольно подробно, я рекомендую, я эту историю обороны Смоленска рассказываю. Уже Шуйского свергли, уже Семибоярщина, уже делегация вместе с отцом нашего героя, нареченным патриархом Филаретом Романовым, прибыла под Смоленск и предлагают Шейну сдаться. Ведь у нас уже почти что королевич Владислав на троне. А что ты от его отца-то оборону держишь? Ну все, Шуйского нет. Все, Владислав, давай. Шейн отвечает: вы знаете, я никакого такого временного правительства не признаю. Какая еще Семибоярщина? Какой еще Рамадановский, Мстиславский? Кто это? Филарет, очень вас уважаю, но вы кто-то тоже кто. Ну, поскольку Шуйского нет, давайте мне письмо от патриарха Гермогена. Благословит меня на сдачу Смоленска. Я сдамся. Ну, Гермоген в этот момент сидит в Кремле и рассылает письма, как мы помним, поднимать народ против поляков. Поэтому дождаться от него такого благословения совершенно невозможно. В общем, Шейн уперся, Смоленск не сдал, даже когда в Москве уже власть рухнула и фактически перешла в руки Речи Посполитой. В конце концов, там был очередной штурм уже в июне 611 года. Предательство. Поляки ворвались в Смоленск. Шейн до последнего бился в одной из башен и был взят в плен с оружием в руках, подвергнут пыткам. Совершенно немыслимая вещь по законам рыцарской войны. Кстати, загадка, а что поляки 2 года сидели под Смоленском? Кто им мешал оставить какой-то заслон, обойти, или даже не оставили? Там гарнизон небольшой. Обойти и идти на Москву. Это загадка историческая. Почему Сигизмунд так долго торчал под Смоленском? А зачем он потом пытал Шейна? Враг повержен. И вообще пытать боярина, это по польским меркам вообще магнат. А потом 8 лет он провел в польском плену, в каземате. И везли его из Смоленска в Польшу в кандалах, тоже немыслимая вещь. Для обычаев рыцарской войны того времени. Он все-таки воевода, боярин. В итоге вернулся он из плена как раз по тому самому Диулинскому перемирию вместе с Филаретом. Играл важную роль в Москве, возглавлял министерство, возглавлял ряд приказов военных, вел военную реформу. Вот полки иноземного строя, этим занимался Михаил Шейн, как глава Пушкарского приказа. Ну, там разными он руководил. Даже когда царь уезжал из Москвы, иногда оставляли на хозяйстве Шейна. Пользовался безграничным доверием патриарха Филарета, великого государя. И вот он оказался вновь под Смоленском, то есть уже в качестве того, кто должен взять Смоленск приступом. Осаждающей стороны только сил нет. У него 20 тысяч. Войско его тает, потому что напали поляки, как всегда, очень грамотно. Они тут же заплатили крымчакам, и они совершили набег на Москву разорительный. Но когда у тебя горят поместья, когда у тебя там жена, дети, что делают дворяне? В самоволку уходят спасать своих от крымчаков. Поэтому войско Шейна тает. Дворяне из его войска бегут по местной коннице. Полков иноземного строя мало, снабжение плохое, артиллерии недостаточно. Он обстреливает Смоленск, но артиллерии мало. А тут подходит еще и сам королевич Владислав к Смоленску с армией. Существует точная роспись. 21 270 бойцов, то есть существенно больше, чем у Шейна. А потом подходят запорожцы, еще 12 тысяч за поляков. И оказывается, что Шейн со своими оставшимися там от силы, 1010 у него оставалось, он заперт с 3 сторон. Запорожцы,
поляки и Смоленский гарнизон, куда стянулись все поляки из окрестностей. И он капитулирует, он сдается. Сдается на почетных условиях. Вышло из окружения 8,5 тысяч русских воинов при оружии, со знаменами, но оставили артиллерию. То есть, в общем, такая, даже не капитуляция, можно сказать, почетная очень сдача. Шейн и его второй командир Измайлов прибывают в Москву, их сразу арестовывают по обвинению в государственной измене. Образуется даже специальный приказ, не поверите, ведомства, целью которого было расследовать эту глобальную измену в армии, дело Тухачевского просто, во главе заговора Шейн и Измайлов. О методах следствия мы можем только догадываться с вами, что второй раз пришлось испытать Шейну. Но, несмотря на это, ни в каких документах, ни в приговоре нигде не упомянуто никаких признательных показаний. Ни Шейн, ни Измайлов ни в чем вины своей не признали. Была масса доносов шпионов, шишей так называемых, там многочисленные расспросы языков, которые все говорили о том, что Шейн еще тогда, 20 лет назад, будучи в Польше, в плену, уже изменил государю. Ну, то есть польский шпион. Вступил в контакт, и все эти годы он скрывался. Спящий агент был. В приговоре говорилось следующее, кавычки. «Государевым делом не родили, ни в чем и не промышляли ничем, и государю изменили, и добро хотели литовскому королю во всем, и крест ему целовали, что с ним не биться, и наряд, и зелье, порох, и свинец, и всякие пушечные запасы литовскому королю отдали без государева указа». Ну, это правильно. Артиллерию и снаряды они сдали, выходя из окружения. В апреле 1634 года, к этому моменту уже главный покровитель Шейна, патриарх Филарет, скончался, защитить его было некому. Шейн, Измайлов и за компанию еще сын Измайлова были публично казнены на Красной площади. Ну, не на лобном месте зачитали указ, а рядом им отрубили голову. Шейн был популярной фигурой в армии. И казнь его вызвала беспорядки и погромы в Москве. Служилые люди возмущались. При этом главных фигурантов этого дела Шейна Тухачевского казнили, а приказ продолжал работать. Органы бессмертные. Еще 2 года продолжали искать измену и крамолу уже среди офицеров, иноземцев, подчиненных Шейна. В общем, вся эта история раскручивалась, и еще десятки людей были осуждены, имущество конфисковано их. Правда, казни больше не было, в основном отправлялись они в ссылку, куда-то на какие-то работы принудительные и прочее. В конце царствования Михаил Федорович разрешил перезахоронить воеводу Шейна, его останки в Троице-Сергиевой лавре. Тогда самое почетное место захоронения. Это косвенно говорило о том, что он, в общем, деликатно признал свою ошибку. Но самое интересное произошло спустя 50 лет. Уникальное явление, так характерное для нашей истории. Спустя 50 лет совместным указом царя Петра и царя Ивана воевода Шейн и Измайлов были полностью реабилитированы за отсутствием состава преступления. Царским указом. Ну, предполагается, что у Петра служил его правнук Алексей Шейн. Он был воеводой в азовских походах и в походах Голицына на Крым при Софье, и потом перешел на сторону Петра. Очень заслуженный, успешный военный. Кстати говоря, по мнению многих историков, вот он и был, этот Алексей Шейн, первым генералиссимусом в нашей истории. Он обратился к Петру, рассказал всю эту историю. Провели несложное расследование. Не было никакой измены, конечно. Так что честь вернулась в род Шейных. Потомки помнят и ценят воеводу Шейна. Хотя, как я всегда говорю, лучше, когда ценят современники. Память. Буква «Ш» чуть не оказалась в гербе современного города Смоленска. Действительно, в проекте была буква «Ш» в честь Шейна. Но потом поменяли почему-то на «А», видимо, в честь Александра I, на его вензель. Хотя «Ш» было бы, на мой взгляд, достойно. Много лет обсуждается вопрос об установке памятника Шейну, но вот никак не созреют смоленские власти до этого. Роль Михаила Шейна в сериале «Стена» по книге вашего покорного слуги сыграл известный актер Алексей Серебряков. Но фильм этот я смотреть не рекомендую.
Фильм, там оригинальный сценарий, настолько оригинальный, что вообще никакого отношения к сюжету книги не имеет на самом деле. Очень отдаленный. Поэтому, ну, назовем это мягко, большой творческой неудачей режиссера и создателей фильма. По итогам Смоленской войны пришлось официально признать все территориальные итоги смуты, земельные потери. Это был последний успех Польши в многовековом противостоянии России и польского государства, Речи Посполитой, вот вплоть до чуда на Висле, уже в гражданскую войну. Примерно лет через 150 Польша прекратит свое существование. Но именно с этой войной связано создание и полков нового строя, рейтарских, драгунских, основание первых железноделательных заводов в Туле, производящих уже потоком вооружения. Рост ВПК стал, как всегда бывает, частью, сопровождающей большую войну. В этом определенный плюс есть, но об этом у меня будет отдельная лекция. Еще пару слов об отношениях с Западом при Михаиле Федоровиче. С поляками понятно. С Англией мы дружили. Как ни странно, прям союзнические отношения, не кредит нам давали. Посольство было здесь, английский двор в центре Москвы. Англичане развивали активно торговые отношения с Россией и очень интересовались, ну, если не получается по северу, морем пройти в Индию, то очень интересовались сухопутным путем в Персию. Как бы так сквозь Россию начать напрямую торговать с Персией. Забрасывали царя ходатайствами, чтобы разрешил по Волге английским торговым кораблям, караванам спускаться вот в персидские земли. Михаил Федорович поступил в своем репертуаре. Он сказал, что это вопрос очень серьезный. Такие вопросы с кондачка не решаются. Надо посоветоваться с товарищами. Собрал московских купцов и говорит, ну что, пускаем наших союзников, друзей англичан торговать напрямую с персами. Купцы объяснили Михаилу Федоровичу популярно, что как только англичане окажутся на Волге, всему русскому купечеству придет конец. Поэтому ни в коем случае. Он сказал, ну нет, на нет и суда нет. Сбывайте свой товар в Архангельске, а дальше мы сами. Интересно, что английский посол все время жаловался. Писал в Лондон донесение, что английская торговля осложняется человеческим фактором. Дело в том, что английские купцы, попадая в Россию, рано или поздно все женятся на русских девушках. Принимают православие многие и остаются в Москве. Поэтому надо посылать купцов только строго женатых с большим количеством детей. Остальные не выдерживают соблазнов. Очень жизненное наблюдение. С голландцами тоже были нормальные, в принципе, торговые отношения. Они тоже просили дорогу в Персию, тоже им не дали. Самое интересное с Францией. Мы ведь как думаем, что до Великого посольства Петра I во Францию вроде бы как с Францией у нас никаких отношений не было. Это совсем не так. Вы не поверите, но при Михаиле Федоровиче уже велись официальные переговоры с Францией не только о союзе, но и о женитьбе. А Михаил Федорович искал себе приличную французскую принцессу. И был там посол с соответствующим поручением. Ну, как-то не договорились. Не договорились. Большая дружба у нас была с Востоком, с Ираном, с Персией, как сейчас. Персидский шах в знак дружбы подарил патриарху Филарету ризу Господню, рубашку Иисуса Христа. По легенде, именно в ней вели Христа на казнь. С рубахой поступили своеобразно, значит, ее разрезали на части. Часть ее в Успенском соборе хранили, в главном соборе, а часть кусочками стали носить по домам верующих для молитв, исцеления. Раздали по крупнейшим храмам и монастырям. В итоге за несколько столетий все это растеряли, к сожалению. У нас сейчас есть только фрагмент небольшой. Это ризы Господней подарок в храме Христа Спасителя. Можете посмотреть. Кое-что надо сказать о расширении территории. Вот удивительно, власть в столице висит на волоске, казна пуста, жить царю негде, денег нет, а страна расширяется. Поразительный факт. Территория России на Востоке прирастала во время Михаила Федоровича огромными землями. Почему? Потому что инициатива. Народ наш удивительно инициативен и предприимчив. Шла естественная народная казацкая колонизация Сибири. Интерес. Пушнина. Как в Канаде. Главный источник валюты. В погоне за пушниной, за запахом тайги, романтикой шли люди на восток. Пробивались к океану.
И за несколько десятилетий прошли весь этот путь. От Волги до Камчатки, до Тихого океана. У нас ученые считали, что скорость освоения Сибири и Дальнего Востока в километрах в час. Представьте погодные условия. Ну и вообще, кто был в тайге, вот я в такой тайге, сам честно говорю, в походах с рюкзаком в настоящей не был, но кто был, мне рассказывал. Вообще нельзя пройти. То есть ты идешь звериными тропами, ползешь. Нам нельзя это в Москве себе представить. Нет прохода. Так плотно все растет. Ты должен найти звериную тропу и, согнувшись, потому что зверь ниже человека, пытаться по ней как-то проползти. Вот по таким вот дорогам, вдоль рек, естественно, шли наши первопроходцы. Великий подвиг. И скорость движения к океану наших первопроходцев значительно больше, чем американских пионеров from coast to coast, как они шли от Атлантического океана к Тихому. Хотя там все-таки тоже природа разнообразная, но там тепло и прерии. Когда в советских учебниках истории писали, что освоение Сибири, я помню эту фразу, это бегство мужика от крепостного права. Авторы учебников, академики, они хоть куда-нибудь в деревню бы выехали из Москвы в любую, в Вологодскую. Вот откуда-то из Вологды Семен Дежнев. Во-первых, не было тогда еще такого крепостного права, конечно, как при Екатерине. Все было гораздо мягче и свободнее. Вот он вышел, через речку переправился, и там лес. И никто никогда его не найдет. Зачем бежать для этого, как Семен Дежнев, на край Чукотки? Он же пролив открыл, Берингов, Дежнев, со своими. Вот что он там от Вологды туда побежал? Какая-то, знаете, невероятная пассионарность русского человека. Тяга к воле, к новым впечатлениям, к богатству вполне естественно, к свободе. Движущие силы освоения Сибири. Первый такой форпост у нас, городок Мангазея, сегодня его нет. Это территория Ямало-Ненецкого автономного округа. Был основан еще при Борисе Годунове, как перевалочная база для первопроходцев, для этих пионеров Сибири. Но крупнейшим городом стал Енисейск современный. Тогда это Енисейский острог на Енисее. Второй крупнейший город тогда в Сибири после Тобольского. Там в Енисее, кстати, Семен Дежнев и казачьим атаманом и служил. Он из Вологды или из Архангельской области, ну, неважно. Убежать несложно было оттуда, хотя он был человеком свободным. Время Михаила Федоровича – это время освоения огромных территорий Енисейского края. Кстати, вот я в Енисейске бывал, мне повезло, очень такой, первое слово, которое хочется сказать, очень чистый городок, там чисто на улицах. Поразительно. Якутия тогда же присягнула. Был такой енисейский, опять же, сотник, то есть у него было где-то под сотню казаков в его команде, Петр Бекетов. Он основал острог неподалеку от современного Якутска и шартовал, то есть приводил к присяге местных, как он писал, князцов, каких-то, видимо, вождей якутских племен. 17 князцов уговорил, и даже уговорил их платить ясак, какой-то там символический налог в обмен на защиту, порох, оружие и так далее. Тогда же при Михаиле Федоровиче было создано в 1638 год уже официально гигантское якутское воеводство. Ну, для понимания Якутии это у нас... Ну, так на карту просто посмотрите. Какие это территории невероятные совершенно. Для воеводы якутского был составлен специальный наказ царский, как себя вести, инструкция по взаимодействию с местными жителями, как управлять краем. Сбор ясака, налога, осуществлять кавычки, только ласкою и приветом, а не жесточью и не провежом. Ясачных иноземцев, то есть тех, кто платит, в холопы к себе не имайте и не крестите. Совершенно другой подход, чем в Америке, согласитесь. То есть не обращать в рабство ни при каких обстоятельствах и не крестить насильно. В отношениях местной элиты предлагалось использовать широкий спектр методов, главным образом шерсть, это договор о вассалитете, ну, взятие аманатов, мы понимаем, аманат – это заложник, член семьи, ну, как заложник, почетный заложник. Мы его берем сына, кормим, воспитываем, обучаем всему, но живет он у нас для порядка. Потом приедет, уже в русской культуре будет. Далее, интересно, наделение князцов полномочиями в сборе ясака. Очень грамотный такой ордынский подход, как у монголов. А что самим собирать? Ну, мы с князцом договоримся, он сам будет собирать ясак, чтобы мы не ссорились с местными лишний раз. Одаривание их за это царскими подарками, то
То есть не просто так он собирает, а за деньги. Государевым жалованием, оловом, медью и бисером. Бусы ведь не только индейцы любили. Все. Все. Я был когда-то в Якутске, давно, правда, по памяти вам скажу, могу ошибиться, лет 20-25 назад. И вот там в местном краеведческом музее висит такая грамота, копия, естественно. Как раз письмо того самого енисейского сотника Петра Бекетова государю Михаилу Федоровичу. И он пишет, что по итогам проведенной работы мной за минувший год к присяге приведено столько-то князцов, и все они вам присягнули и поклонились, и будут слать ясак, и, в общем, все хорошо. Челом бьет раб, ваш холоп, Петрушка, Бекетов. Вот таким письмецом присоединялась территория, примерно равная по площади всей Западной Европе. С невероятными богатствами, лаской, а не провежом. Итог царствования Михаила Романова. Мы говорили о том, что советские историки его оценивали как застой. А на самом деле восстановление, оживление медленно, конечно, экономики, прежде всего сельского хозяйства, потому что голод побороли, голода не было. Ремесла. Началось развитие промышленности. Железноделательные заводы в Туле, в Костроме, первые стекольные заводы, первые большие кирпичные заводы возле Москвы, медиплавильные заводы, железные заводы за Уралом, уже Нерчинский казенный завод. Это все появляется в Сибири при Михаиле Федоровиче. Не в британских масштабах. Не было у нас такой свободы предпринимательства. Но и база, с которой стартовали, была какая? Дно, конец смуты. В Москве появляется казенный пушечный двор. Это большое производство пушек и колоколов. Большой хамовный двор. Вот наш элитный район Остоженко-Хамовники. Это текстильные предприятия. Оружейная палата. Это не музей. Это завод по производству оружия. В общем, по меркам той эпохи, крупные военно-промышленные предприятия. В общем, закладывался фундамент в страну. Как писал несколько позже уже про Алексея Михайловича, но интересная цитата, австрийский дипломат Мейренберг, наблюдение из Москвы, кавычки. В Москве такое изобилие вещей, необходимых для жизни, удобства и роскоши, да еще покупаемых по сходной цене, что ей нечего завидовать никакой стране в мире. То есть все, что хочешь, все есть в Москве по сходной цене. Поэтому, называть это временем упущенных возможностей, мне кажется, это несправедливая оценка. Казался бы этот историк на месте члена правительства Михаила Романова, Черкасского, и попробовал бы справиться лучше. Не могу не рассказать еще про историю одной женитьбы. Я в прошлый раз вам говорил о женитьбе самого с третьей попытки Михаила Романова. У него же была любимая дочь Ира, три дочери, 3 сестры. Вот Ира, любимая дочь его и свекрови, которая там в избушке играла с бабушкой. То вот он решил эту свою любимую дочь Ирину выдать за заморского принца. Это была не первая такая попытка. Помните, что в стародавние времена древнерусского государства вообще все, вот если вы посмотрите, короли Англии, князья скандинавские, германские императоры, византийские, киевские, новгородские, они все друг с другом были родственники. Потом, после ордынских нашествий, эти связи распались. Многие годы мы оказались оторваны от Европы в брачном плане. Но первым, кто попытался выдать своих детей за иноземцев, был Борис Годунов. Он сватал любимую дочь Ксению за младшего брата датского короля. Он приехал, друг другу понравились жених и невеста, но вот заболел, умер. Горе. Буквально на руках скорбящего Бориса Годунова. Возможно, отравили, не знаю. Михаил Федорович решил повторить тот же прием и тоже выдать свою дочь, на этот раз за сына датского короля Вальдемара. Дания согласилась. Почему Дания согласилась? Потому что Дания тоже воевала со Швецией, как и мы. Соответственно, мы объективные союзники с датчанами. Ну и плюс Дания тогда-то не Дания сегодня. Датчане были бравые парни. Такое мощное военизированное государство. Поехали послы, сваты в Копенгаген. Расписывали все прелести Ирины Романовой. Вот портрет с собой не взяли, на слово поверили. И, расписывая добродетели, привели такой железный аргумент. Он есть в документах. Царевна московская, кавычки, во всю жизнь свою ни разу никогда не была пьяна. Такой трезвый образ жизни произвел на европейцев столь неизгладимое впечатление, что мой тезка Вальдемар сразу согласился.
и захотел жениться на этой чудесной девушке. Специально к приезду Вальдемара Христиановича, как его называли, в Кремле выстроили для него трехъярусные деревянные хоромы. Большие, красивые. Михаил Федорович его вышел встречать. И хотя по обычаям того времени, ну, самое максимум какому-нибудь знатному человеку царь мог подать руку, то Вальдемара он прилюдно обнял и троекратно расцеловал, сказав, что будешь ты мне, Вальдемар, отныне как сын родной, давай женись быстрее. Только тут есть нюанс. Надо принять православие. Вальдемара не предупреждали об этом. Он напрягся. Не принято было тогда. Попросился на консультацию в отпуск, съездить домой, посоветоваться с батюшкой. Не отпустили. Сказали, как домой? Ехать обратно, не обвенчавшись, зазорно и нечестно. Давай все-таки крестись, женись, а потом можешь и съездить. Вальдемар нет. Посадили Вальдемара в этом роскошном трехъярусном деревянном тереме, по сути, под домашний арест вместе со всеми слугами. И стали уговаривать. Уговаривали много месяцев. Эти многомесячные увещания принимали самые неожиданные формы. Было назначено несколько диспутов о вере. Приглашали, значит, священников разных конфессий. Они все собирались в залах. И хором, ну, естественно, по итогам каждого диспута о вере подводили Вальдемара к тому, что ничего зазорного в этом нет, перекрестись, и все хорошо будет. Он упорствовал. Нанимали колдунов, ведунов, как было написано, которые должны были приворожить принца, там, непонятно к чему, там, то ли к царевне, то ли к православию. В общем, колдуны потерпели неудачу. Вальдемар продолжал упорствовать в своих религиозных заблуждениях. В конце концов, ему надоело. И как-то ночью, кино, с верными слугами в окно он вылез из терема, выбрался каким-то чудом из Кремля, обманув охрану стрелецкую, и уже бежал. Но только на Тверских воротах дальних бдительный стрелецкий караул тормознул. Беглецов и попытался Вальдемара повязать. Началась, ну, это все-таки принц датский, не абы чего. Началась драка настоящая на шпагах, саблях. 6 стрельцов ранили, 1 закололи. Датчане не пострадали, видимо, боялись иноземных гостей, как-то жестко с ними. Вальдемар гордо заявил, что он лично проткнул шпагой этого убитого стрельца, потому что думал, что теперь его уже точно, ну, казнить его не казнят, все-таки он принц, но вышлют за границу, как Дантеса потом. Ну, не тут-то было. Михаил Федорович сказал, мы не обижаемся, в темноте что не бывает. Давай обратно в терем. И давай увещевать его заново, по 2-му кругу. Опять новый религиозный диспут назначили. Но, к сожалению, на этот диспут уже Михаил Федорович не пришел. Он заболел и умер. Ну, а со смертью государя весь этот брачный проект расстроился. В итоге махнули рукой, отпустили Вальдемара. Ну, что можно сказать? Ирина замуж в итоге так и не вышла. Ровни ей не было. Так в девицах она и осталась. Хотя брат Алексей ее очень почитал и уважал. Государь Алексей Михайлович Тишайший. А Вальдемар, так, в ретроспективе, конечно, оказался дураком. Потому что он был там 3-й в очереди на трон. Трона он не дождался. Завербовался, не поверите, наемником в армию за деньги. Причем в армию к своим врагам, к шведам. И погиб на войне. Погиб, причем сражаясь за врага. Что самое поразительное. 33 года всего. А мог бы жить в России, был бы названным братом царя Алексея Михайловича, уважаемым человеком. Они с ним были ровесники. Ездил бы с ним на охоту соколиную, играл бы в шахматы, развивал культуру, связи с Западной Европой. Дурак Вальдемар. Михаил Федорович здоровьем не отличался, часто жаловался на телесную скорбь, особенно на боль в ногах. Это, видимо, какая-то была наследственная болезнь. И у некоторых детей его тоже. Так как царь часто болел, то расширили аптекарский приказ. Он превратился в прообраз современного 4-го главного управления Минздрава. Там было несколько иностранных докторов, несколько аптекарей, несколько переводчиков, которые переводили разного рода рецепты, снадобья, книги зарубежные, медицинские. Все было очень серьезно. Снадобья изготавливались из лекарственных растений, которые выращивались на аптекарских огородах специальных в Коломенском и Покровском. Царь, как я говорил вам, был, судя по всему, близорук, носил очки не на людях,
дома. Очки тогда были без дужек, а такие пенсне, как у Берии, защелкивались на носу. И такие точно очки еще патриарх Никон тоже носил. Когда стало совсем плохо, доктора как ставили диагноз? По моче. Звучал диагноз таким образом, кавычки. А по воде, понимаем какой, знать, что желудок и печень, и селезенка природной теплоты для слизи, которая в них копится, бессильны. И оттого понемногу кровь воденеет, и холод в теле бывает. Да от того же еще цинга и иные мокроты родятся. Жуть. Можно умереть только от диагноза такого. Ну, назначали ему лечение. Какое было главное лечение? Во-первых, давали самое ценное зелье, элитное тогда, это толченый порошок из рога единорога, несуществующего. Кстати, хотя единорога не было, а порошок активно продавался, как я вам рассказывал. В Европе за бешеные деньги. Считался, что там продлевает жизнь, и все, лечит от всех болезней. И даже Британская академия официально рекомендовала его как лекарство. Представляете? Как бы сейчас сказали, рекомендован Food and Drug Administration США. Порошок не помогал. Рекомендовали ему еще пить разогретое рейнское вино с травами, чтобы слизь вывести. Тоже не помогало. Слизь не выходила, ну, хотя бы настроение поднимало немного. В общем, в день рождения, 12 июля 1645 года, хотя тогда день рождения не отмечали, так как сейчас, в церкви, прямо в церкви, на службе, с ним случился удар, потерял сознание, едва жива его вынесли из церкви, отнесли в терем. Он позвал, придя в себя, позвал сына, жену, благословил при свидетелях сына Алексея на царство, соборовался, уснул и вот так тихо, без криков, скончался. Пару слов о памяти. Царь Михаил Федорович мало отражен у нас в культуре, на самом деле. Годунов-то художественный сериал хороший. Докудрама Романова, там фигурирует Михаил Федорович. Есть он на памятнике тысячелетия России, естественно, как основатель династии. Был когда-то в Костроме установлен огромный бюст Михаилу Федоровичу, такой политически правильный. Такая большая голова бюст, а около бюста коленопреклоненный маленький Иван Сусанин. Ну, народ назвал это, естественно, памятником Ивану Сусанину, который такой был согнувшийся в верноподданной позе, народный герой. После революции, естественно, снесли, остался там только постамент. Есть еще бюст, который сделало военно-историческое общество вместе с аллеей правителей. Мы сейчас открываем в Татищево усадьбе. Собрали, заказали бюсты всех правителей России вместе. Там, конечно, среди них есть и Михаил Романов. Очень познавательно там, кстати, ходить, смотреть. Живая история. Все понимаешь. Цепочкой. В заключение приведу вам две цитаты. Одну 17 века, другую 19. Очень созвучные. Псковская летопись, 17 век. «Был царь Михаил молод, но был добр, тих, кроток, смирен и благочестив. Всех любил, всех миловал и щедрил. Во всем был подобен прежнему благоверному царю и дяде своему Федору Иоанновичу». А вот что писал наш знаменитый историк Сергей Соловьев. Наконец, должен заметить, что личность царя Михаила как нельзя более способствовала укреплению его власти. Мягкость, доброта и чистота этого государя производила на народ самое выгодное для верховной власти впечатление. Вчера мы порассуждали немного о недостатках и достоинствах монархии как формы правления. Я, честно скажу вам, я не думаю, что есть вот прогрессивные формы правления, там, демократии разные, и отсталые, неправильные монархии и прочее. Жизнь, она всегда сложнее. Демократия – это прекрасно, но все это электронное голосование, так ведь можно до чего довести? Управлять государством через социальные сети, там, раз нажал, лайк, палец вверх, палец вниз, зафиксировал. Понравилась фотка кандидата, не понравилась, вправо-влево. Еще это может тебе помочь сделать искусственный интеллект за тебя, правильно? На основании чата GPT ты можешь выбрать политическую программу. Не думаю, что это будет очень эффективный способ управления. Монархия тоже имеет свои оборотные стороны. Тирания, другая сторона, черная.
В общем, у меня нет ответа. Мне кажется, что в разное время разным народам, в разной географии подходят разные формы правления. И среди них прогрессивных и регрессивных нет. Вообще нет в истории ни на что универсальных ответов. Ни Маркс и Энгельс, как ни старались, ни современная американская демократическая модель, которую всем навязывают как единственно верную и возможную, ни какая-нибудь еще миллион разных форм, там, джамахирии. Это все попытка простого ответа на сложный вопрос. Я всегда говорю, что на каждый сложный вопрос всегда есть желание дать простой ответ, и, как правило, этот ответ неправильный. Поэтому универсальных рецептов, как лучше развиваться в стране, государству, как двигать людей к счастью, этих универсальных рецептов нет. Каждый раз мы находим что-то новое во времени. Но если наш серьезный разговор свести к шутке, то я напомню, что монархия имеет одно, шутка, неоспоримое преимущество перед демократией. Потому что исключительно по теории случайных чисел, то есть по теории вероятности, случайно, в силу случайности рождения, рано или поздно на троне может оказаться совершенно нечестолюбивый, глубоко порядочный, а самое главное, кроткий, добрый и милостивый человек. При демократии такой никогда не пробьется наверх. Мы это понимаем, да. Поэтому Михаил Федорович, наш герой романов, он к власти не рвался, от нее прятался в Ипатьевском монастыре вместе с мамой. Так его заочно избрали. И, в общем, надо сказать, что случайностью выбора, судьбы или Божьего промысла на троне в это очень тяжелое время оказался как раз такой, не 7 пядей во лбу, без особых, наверное, великих талантов, но, в общем, не злой, милостивый, добрый человек. Именно это помогло ему как-то успокоить страну, сохранить, дать ей спокойно вздохнуть, дать людям проявлять инициативу и двигаться в Сибирь, на восток, не мешать им осваивать бескрайние пространства. Страна росла, и за это мы должны быть Михаилу Романову признательны сегодня. Спасибо вам.